Меладзе, Земфира, Моргенштерн, Фейс, Оксимирона, Дрейка и Уикенда. Серега, группа «Пятница», братья Гаязовы, Аха, Бах и Битлз, Прокофьев, Шостакович, Вагнер! Синатру, Радиохэд, Тейлор Свифт. Бетховен. Офигенно. Спасибо, хорошо. Как круто, что мы это сделали. Аня, ты музыковед, и интереснее всех на русском языке рассказываешь про музыку. Поэтому хочется в двух форматах с тобой пообщаться. Первое — задать тебе десятки простых, разных, стыдных вопросов про музыку. А во-вторых, поговорить про тебя и про то, как страсть к исследованию музыки можно сделать своей профессией. Поэтому пару дней мы проводим вместе и много-много говорим. Окей? Окей. Когда мы выбирали, где встретиться, ты предложила Германию и конкретно город Байрот. Почему ты сюда хотела? Потому что здесь театр, который построил Вагнер. Ну, это такое довольно легендарное место в истории с академическими музыкантами. Здесь мы поговорим в том числе про Вагнера. Надо уже уточнять, какого. Мы в такую эпоху живем. Про Рихарда Вагнера. Рихарда Вагнера. И в целом, как я поизучал, там-то и семья была. Ого-го! Чем она только не занималась. Поэтому да, мы здесь про Рихарда Вагнера. Это Барселона. Мы часто рассказываем вам про Испанию и необычные места, которые здесь есть. И сейчас появился новый повод. Осенью планируется большое путешествие по Испании вместе со мной и другими приглашенными гостями. И к этому путешествию можно присоединиться. Программа тура рассчитана на 6 дней с 13 по 18 сентября и будет очень насыщенной. Паблик-токи с топовыми спикерами из бизнеса и искусства. Мое оффлайн-интервью с медийным гостем, одним из тех, кто тоже будет принимать участие в путешествии. Концерт рок-звезды, стендап-вечер с известным комиком. А еще много классных занятий на море и на суше. Рыбалка, снорклинг, частный урок по гольфу и дегустация в сопровождении сомелье на винодельне. На второй и третий день мы выйдем на яхте, которая будет гораздо больше этой, в открытое море, где между всеми активностями будем общаться в свободном формате. А всего за 6 дней можно будет исследовать Испанию с самых разных сторон. Историческое наследие Барселоны, красивейшие бухты Каталонии, город Таррагона и гольф-поле, на котором тренируются сильнейшие гольфисты мира, виноградники Альта Айела, где производится одно из лучших вин Каталонии. Переходим по ссылке в описании. Там можно узнать и уточнить все детали. Состав группы будет очень компактным, поэтому чем раньше вы оставляете заявку, тем больше шансов успеть. Еще раз. Испания с 13 по 18 сентября. Погнали вместе! Это театр, который построил Вагнер для того, чтобы там ставили его огромные 4-часовые оперы, которые не все слушали, как мне кажется, даже те, которые очень любят академическую музыку, потому что они реально гигантические. И в том числе для того, чтобы там были возможности сделать то, что он задумал, соединить все искусства в одном и сделать что-то такое эдакое ого-го. И вот у него все получилось. Это был композитор, у которого получилось, который не страдал, так сказать, синдромом самозванца, не писал в стол, а такой «театр хочу». И вот он здесь. Он сначала вообще придумал продавать билеты задорого в непостроенный театр, что довольно гениально. То есть театра еще нет, он такой, купите билетик за много-много-много долларов. И я, честно говоря, очень долго думала, что он именно таким способом и добыл эти деньги. И относительно недавно узнала, что все-таки остаток денег ему дал тот самый король, который его просто обожал. Да, еще говорят, что часть денег еще была от кого-то из восточных правителей, то есть собиралась, в общем, с миру по нитке. К сожалению, нас не пускают внутрь, потому что там идут репетиции, поэтому давай расскажем, находясь на пороге, что там особенного в этом театре.
Ну, Вагнер был тем чуваком, который сказал, давайте спрячем оркестр в кармашек, так, чтобы он не звучал слишком уж громко, и чтобы был спрятан, и чтобы все внимание было на сцену. То есть то, как мы сейчас привыкли в академической музыке слушать оркестр в оркестровой яме, тогда это не было нормой. И это такое очень прорывное решение. Ну и зал там покатый, как в кинотеатре. Но вот я не знаю, было ли это прорывным решением для того времени или нет, ну... Смотри, про оркестровую яму. Я как не театр, не по академической музыке. Здесь она в кармашек, имеется в виду, что он эту яму и вырыл. До этого это не было принято. Не было. Ага, и он придумал вот эту историю, что она прячется и не видна зрителям. Да. Вторая штука, как я понял, это вот такой наклон... Вагнера обсуждаем, поэтому аккуратнее с рукой. Вот. Наклон, вот как на этой фотографии, зрительного зала, как в кино. Да. И это тоже не было принято. Вот как мне кажется, нет, я не знаю точно. Но в любом случае классно. Я читал, что он подсмотрел вот эту историю в Рижском театре. Якобы он бывал в театре в Риге, и там была похожая история. Ну, это как бы только одна из гипотез. И третье, еще я читал, что здесь затемнение стало происходить. И это совсем для меня стало новостью. Я думал, что в театре всегда темно. Слушай, нет, там мало того, там еще, когда читаешь рассказы про то, как они слушали оперы пару веков назад, все было светло, они ходили и ели, и выпивали, и, в принципе, это было таким нормальным променадным сопровождением всего происходящего, то есть никто не сидел, знаешь, такой, ох, не дай бог, я сейчас, там, не знаю, почешу ухо, и соседка, какая-нибудь бабуля академическая справа скажет мне, а там они такие ходили себе спокойно, свет горел, да, так что, ну, просто Вагнер, он очень серьезно относился к своему творчеству. Он такой, как бы, нет, вот это должна быть мистерия, феерия, все глаза на сцену, никаких там тебе досугов. Поэтому, да, я думаю, что логично, что затемняли. Получается, что самооценка Вагнера повлияла на всю историю классической музыки. И такое бывает. Почему вокруг классической музыки все такое снобское? Если я ошибаюсь, и все не снобское, ты говори. Но вот мое впечатление именно такое, что это искусство, в которое как будто фейс-контроль присутствует. Ну, или не фейс-контроль, там фейс-контроль, интеллект-контроль, вкус-контроль. И, в общем, порог допуска туда несопоставим ни с кино, ни с другими жанрами музыки. Есть такая история. У нее есть несколько причин. Некоторые лежат в экономике, некоторые в структуре самой музыки. Ну, вот если начать с структуры самой музыки, то, в принципе, академическая музыка отличается от любой другой, там, народной, джаза, рока, рэпа, только одной штукой. Это своей формой. Все остальное там, не считается различием. Ну, то есть, если я возьму какую-нибудь рок-песню и перепою ее для симфонического оркестра, посажу четверной состав, будет у меня много валторн и все остальное, то академическая музыка это не станет. Это будет обработка, стилизация. Таким образом, я поработаю со звуковым обликом, тем, как звучит, а не что звучит. А академическая музыка, у нее там есть крупные формы, длинные, всякие симфонии, всякие сонаты, какие-то разные формы, которые уже отцвели, уже не используются в современной музыке и работают до конца, только если ты понимаешь, что где происходит. То есть сейчас, когда она не окружает нас и вообще куда-то немножко припрятана, и припрятана там, где обитают снобствующие люди, мы не можем до конца быть уверенными, что, включив любую симфонию, интуитивно поймем и будем вовлечены в нее, и нам будет легко ее слушать. Все-таки минимальный порог входа есть. Надо знать, где что. И тогда она обретает большой смысл. Ее становится легко слушать. А вторая, и это причина, почему она имеет порог входа. Сейчас подобные формы в музыке нас просто не окружают. Понимаешь? И да, приходится признавать, что там надо покумекать, потрудиться. Кому вообще надо трудиться, чтобы слушать музыку, понимаешь? То есть это же развлечение, фан, это же какой-то фон, пока ты идешь до метро, ты слушаешь это в наушниках, да, дополняешь реальность какими-то картинками, образами в голове, а тут тебе говорят, трудись. Это первая причина, что немножко тяжело так в нее. А вторая экономическая. Здесь я ее еще, я эту гипотезу не совсем домыслила в своей голове, но она вертится у меня последние месяцы все больше и больше, как будто какой-то более громкий голос. И он связан с тем, что с академической музыкой происходило в 20 веке. Например, в Советском Союзе
было все ок с академической музыкой, просто... Симфонии писались, балеты ставились, симфонии, сложная музыка, экспериментальная. Не во все периоды Советского Союза, но в основном. Но там был союз композиторов. Это было... И он и есть, кстати, до сих пор. Это организация, куда ты приходишь, говоришь, я вот композитор, пишу музыку, которая, вот, не знаю, заплатите мне денег, я буду ее писать дальше, мне нужно на что-то жить. И получается, что таким образом ты выходишь из рынка. Ну окей, да, Советский Союз, в принципе, не был, там, в нем экономика не была рыночной, все неудивительно. Но если мы взглянем, например, на современную Францию, то там, если ты музыкант и делаешь экспериментальную музыку, новую академическую, то ты можешь податься на грант, и это в любом случае будет что-то немножко дотационное. И вот во многих местах было как будто бы так в 20 веке. То есть все ломанулись слушать джаз и рок-н-ролл, и все вот это вот на радиостанции. И эта музыка существовала внутри рыночной экономики. А академическая как будто бы немного из нее ушла. И сейчас, когда... это не способствует популярности никакой, ни музыки, ни кино, ничего, когда ты выпадаешь из рыночной экономики. Да? Надо в ней постоянно быть, чтобы быть на стреме, на стороже, чтобы мышца не атрофировалась. Ну и в итоге получается штука такая, что есть люди, которые уже слушают академическую музыку и ходят на концерты, и в семье ее слушали. И вот им как-то проще продолжать это делать, чем новым людям в нее влиться. И есть филармонии, которые говорят, да мы дотационные, в принципе, мероприятия. Зачем нам думать про то, что современному слушателю, возможно, нужны какие-то кресла-мешки вместо стульев в зале. Может быть, он хочет ходить или лежать, пока он слушает музыку. Может быть, ему нужен видеоряд. Я не имею в виду Subway Surf, который на фоне, знаешь, там это прыгает. Ну вот что-нибудь такое визуальное. Нет, у нас как-то вот такая консервативная традиция, в которой все замкнулось. Ну вот и отсюда есть ощущение снобизма и тяжелого порога входа. То есть просто без новой крови ты превращаешься в закрытый мир такой? Да. Вагнер — великий композитор? Определенно. Ну вот он помимо того, что с театром штуки придумывал, с театром-то ладно, да, это всего лишь один театр, не так, чтобы центрово. Ну и это скорее продюсерская работа. Продюсерская работа, да. А вот в музыке он тоже сделал кое-что такое, что скорее повлияло там на 20 век и даже уже на 21. То есть Вагнер довел до полного кипения систему, в которой композитор использует лейтмотивы. Он, правда, это так не называл, но он придумал штуку, которую сейчас вот в каждом кино ты сможешь услышать. Когда к каждому персонажу или какому-то явлению, важному событию привязана тема, и каждый раз, когда это возникает на экране, звучит тема, и ты как бы манипулятивно вовлекаешься в происходящее чуть больше. Или если ты, допустим, ничего не понимаешь, что-то нить событий потерял, то вдруг какая-то мелодия звучит, и такой, о, это про это. Такая вот манипуляция легкая. Он придумал писать по миллиарду лейтмотивов на каждую оперу, так что просто невозможно их даже в голову уложить. То есть сейчас в современном кино это там бывают 3-4, а у него там 20-40 штучек таких. Но, в общем, и он их склеивает в повествование, он там меняет инструменты в зависимости от того, что на сцене происходит. То есть это такая система, сетка, сюжет, переданный музыкой даже без слов, такой второй сюжет, подслой сюжета. И вот если бы не было этих лейтмотивов, то у нас не было бы такого саундтрека, как Гарри Поттеру, в котором тоже эта система лейтмотивов-то сложная и плотная. Там много лейтмотивов в Гарри Поттере. Да, но не только же в нем. Не только в нем, но просто мне, как человеку, выросшему на Гарри Поттере, этот пример приходит, очевидно, первым. Как тебе история? Все композиторы, как композиторы, пишут оперы. Один сюжет, одна опера, допустим, про любовь. Иногда про сложную любовь, но это тогда прорывная скандальная опера. Про любовь, в которой есть, допустим, сложный персонаж какой-то, или это неравенство и все такое. А он такой, мне этого недостаточно. У меня будет 4 оперы, и каждая последующая будет сиквелом предыдущей. Сиквелы, приквелы. И все это вместе будет на фантастический сюжет. Там будет кольцо, за которое все будут бороться. Назову я это «Кольцо Нибелунга».
И вот чувствуешь, это все звучит так, как будто он такой Толкин, знаешь, такая вот пререинкарнация. Вот эту идею, ну, она тоже была очень новая по тем временам. Мне кажется, что он был человеком, который придумал франшизу. Ну, то есть это же надо было так... Ты понимаешь, в этом тоже есть фишка его самооценки. То есть он такой, нет, пускай слушатель каждую неделю приходит на оперу и слушает продолжение. Оперы эти будут длиться по много часов. В общем, никто, мне кажется, на такое не решался, а он решился. Правильно ли я понимаю, что свою миссию ты видишь в том числе в том, чтобы уровень этого снобства и порога входа к академической музыке снизить? Определенно точно. Но у меня, я недавно это отследила, у меня есть, в принципе, такая черта характера, которая мне довольно симпатична, что если я оказываюсь где-то в месте, где присутствует общий консенсус, и довольно плотный, то я начинаю, меня начинает это раздражать, и абсолютно несознательно, то есть я это не отслеживаю, я начинаю вкидывать в это пространство что-то, что может его раскачать. Сомнения. Поэтому здесь дело не только в том, что мне нужно, чтобы, давайте все будем слушать академическую музыку, потому что она лучше остальной. Меня просто бесит в целом, что есть такое разделение, что есть стеклянная стенка между одной музыкой и другой музыкой, система жанров, в которых как бы ты должен что-то разбираться, чтобы там что-то понять. Это бесит. Так не должно быть. Поэтому я в консерватории, когда училась, я одному выразила претензию однажды, возразила одному педагогу, что он нам на предмете современная музыка не показывает Queen. Как бы я такая, ну что это такое, почему все так стерильно? Но при этом в пространстве, где все слушают Queen и говорят, да ну эти 70-е годы академической музыки, я буду топить за то, что никаких Queen, давайте Райха сюда. Вот мне нужно просто, чтобы не было этих стеклянных преград. Приведи пример того, как ты закидывала сомнениями некий консенсус, может быть, не связанный с музыкой. Ну, я иногда подкидываю всякие разные темы для размышления ребятам, которые на меня подписаны в Инстаграме, которых я очень ценю. Мне очень нравится с ними размышлять. Это касалось того, что в развитых странах проходят ЛГБТ-прайды, и несмотря на то, что я полностью и целиком на стороне ЛГБТ-ребят, которым нужны права, особенно там, в гей-браке, например, я выразила сомнение по поводу того, что это та форма, которая нужна и требуется, потому что, например, почему бы нам, написала я, не проводить парады ЛГБТ и гомофобов. Это было немножко моей ошибкой, потому что действительно парад гомофобов — это что-то про ненависть. Но мысль моя была в том, что давайте тыкать палкой в любой консенсус, который есть. Даже если мы все точно понимаем, что мы вот за это, давайте не затыкать рот тем, которые не за это, чтобы выяснить, что в голове у людей, которые как бы в другой лодке. Конечно, мы ни к чему тотально не пришли, но я поняла следующее, что действительно парад гомофобов — это парад людей с негативной повесткой. Но, например, парад людей консервативных, которые выходят и такие, вот, мы за союз мужчины и женщины, и вот это вот все хорошо, хотим пропагандировать гетеросексуальность без всякого там, без ненависти к другим. Наверное, вот это вот как-то... Короче, ребятам не удалось мне разубедить в том, что это бы подошло современному обществу. Мне просто кажется, что если не давать слова людям, которые в нашем понимании являются маргиналами, и мне даже стрёмно об этом говорить, потому что я, по сути, являюсь маргиналом, когда я это говорю. Но, в общем, если не давать им слова, то они начинают консервироваться и вскипать под крышкой, как кастрюльки. То есть ты, допустим, ходишь такой обычный человек, и как у обычного человека у тебя есть внутри тебя какие-то не самые приятные части, какой-нибудь шовинизм, заложенный эволюцией природой, там свои чужие, и ты такой, хочу, чтобы все было понятно, хочу, чтобы как-то было правильное и неправильное, ну, в общем, мало ли. Но ты такой, но я не буду это себе разрешать, потому что я понимаю, что общественный консенсус у нас в развитых странах про то, что мы все разные. Даже если мне что-то непонятно, на всякий случай спрашивать не буду, вдруг отхвачу по голове. Буду мучиться, потому что, если скажу, меня отменят. Да. И мне кажется, что как раз это очень опасная ситуация, что мы могли бы
все разговаривать об этом так же, как мы делаем это дома или кулуарно, или в компании друзей на самые-самые крамольные темы, чтобы немножко этот пар выпускать. И каждый раз, когда возникает какой-то вопрос, даже если он жесткий, принимать его не в штыки, а отвечать на него подробно и видеть, бесконечно видеть, и наблюдать разность, иметь с ней дело, и быть к ней открытым, чтобы не получилось никаких сюрпризов в виде какого-нибудь ультраправого поворота, который мне почему-то наблюдается и чувствуется в воздухе. Ну, как-то так. То же самое с академической музыкой. То есть мне кажется, что из-за того, что она обросла традициями исполнения, и традиции как бы не подвергаются критике и сомнению, раз это традиции, так и должно быть, то в какой-то момент, знаешь, рука плавно с того, чтобы быть на пульсе, уходит с того, чтобы просто лежать на коленке и отхлопывать ритм какого-нибудь Малера. И вдруг в какой-то момент мы такие: ой, а что это такое? Почему у нас проблема седых затылков? Куда делись все 20-летние? А все 20-летние такие: эй, как дела? Это новый Кадиллак. И что остается людям, которые не одобряют это, то есть как бы которые за традицию? О, только журить их. Диалогу не выходит. Вот, поэтому я всегда за диалог. Моргенштерн крутой музыкант? Да, очень. Вот мне кажется, что людей не обманешь, если возникает какое-то явление, по крайней мере в музыке, но вообще-то я считаю, что и не в музыке тоже, везде, которое людей волнует. Если они оценивают часть вот позитивно, часть негативно, консенсуса нет, все ругаются, волнуются, тревожатся. Ой, а видел бы ты, как тревожились родители, когда Алишер был так на пике популярности, и мне задавали в конце лекции вопросы, что делать, если мой ребенок слушает Моргенштерна. Вот, да, на такой вопрос надо реагировать спокойно, да, нужно не поднимать никаких бровей, налаживать этот диалог так же, как и любой другой. Человек не побоялся, спросил, все супер. И он в стадии решения проблемы. Он в стадии решения проблемы. Да, она для него серьезна. Надо раскапывать, что именно его разбеспокоило, да? И если есть что-то, что настолько волнует и тревожит людей, значит, это круто. Значит, в этом что-то есть. Что? Вот те самые культовые песни Алишера, я имею в виду те, которые, вот как «Кадиллак», да, например, Да. Они сделаны очень просто. Я не знаю, насколько сложно там было сделать звуковой микс. Он звучит сложно. Я имею в виду само звучание. А вот тоже какие там нотки, какой там ритм, какие там повторяющиеся слова, это прям дико адски просто и повторяемо, и зациклено. Прям вызывающе просто. То есть это какая-то такая степень простоты, которая вот вызывает у людей вопросы, степень откровенности. Ну, есть там еще пара деталей, которые мне кажутся интересными, но они занудные. Какой-нибудь там фригийский лад Алишер иногда использует. Какой? Фригийский. Не фрейдистский, а фригийский? Нет, просто необычный лад с низкой ноткой второй. В общем, там есть пара моментов такие, которые я бы с удовольствием у него спросила, осознанно он придумал это, или так случайно получилось, или вообще как. Потому что такой смотришь, такой, не банально. Что ты отвечала родителям, когда они спрашивали-то? Сначала я узнавала, какую музыку слушают сами родители и какую музыку они находят подходящей для своего ребенка. Потому что это чаще всего не одна и та же музыка. То есть, например, там родители говорят, пускай он слушает Синатру. Подожди, хорошо, но пускай он слушает, не знаю, гражданскую оборону, пускай он слушает того же там Моцарта какого-нибудь. То есть здесь прямо вот разный есть пул той музыки, которая кажется им не маргинальной, а очень даже подходящей и интеллектуальной. И мы выясняли вместе с этими родителями, то есть в основном им было 40-50 лет, что-то около того, что та музыка, которую они предпочитают и они слушают, она сложнее, чем музыка Моргенштерна в плане того, какая музыкальная деталь идет за какой. Не знаю, аккордовые последовательности, может, посложнее. Кто-то говорил, я вот джаз слушаю.
Вот, пускай и он, значит, слушает. Вот там аккорды сложные. Кто-то говорит, а я вот не гнушаюсь и Бетховена послушать, там процесс, там формы сложные. Еще что-то, еще что-то. А вот в песнях не только Моргенштерна, но и, в принципе, современного вот рэпа, не знаю насчет рока, кей-попа. То есть там есть очень сложная звуковая вертикаль, то есть то, что звучит в один момент времени. Какой-то суперсигнал, который соткан из нескольких звуковых дорожек, там вот этот синтез звука, который, честно говоря, мой мозг заставляет очень сильно и панически работать. И мне уже достаточно там 10 секунд музыки, чтобы я устала. То есть я такая, боже мой, у меня мозг в панике, потому что он слышит, что это одновременно какой-то высокий ультразвук, который где-то близко, низкий сабвуфер, который где-то далеко. И он такой, ворнинг, такого пространства не бывает. Ну, звук — это же про пространство, мы понимаем, где мы и все такое. И я говорю, так вот, видите, вот там есть такая сложность, и для молодого, юного мозга, сколько лет там вашему ребенку? Ну, 9. Ну, 9. Я говорю, вот хорошо, вот 9. Представляете, как ему интересно все это раскладывать в своей голове, сколько информации он получает буквально из этой газировки, да, сколько там пузыриков, сколько там кислотного, такого, от чего вы устаете и чего вы не понимаете, от чего ему классно. И потом мы переходили к разговору о том, что есть, в принципе, два края спектра, между которыми находится где-то наш слух. Один край — это более развитый гармонический слух, другой край — более развитый тембральный слух. Это, ну вот представь, ты встретился с приятелем, и тебе нужно объяснить ему, не включая песню, про песню, которую ты услышал, которая тебе понравилась, что именно тебя в ней зацепило. И вот ты, допустим, говоришь, ой, ты знаешь, там, короче, на подступе к припеву, там вдруг такой аккорд мощный, и я не знаю, и прям он берет меня за душу, и там, и вот такая там штука происходит, а потом там, кажется, не квадрат, ну или что-нибудь такое, короче, интересно. А твой приятель тебя слушает и такой, слушай, я слушал ту же песню, но я вообще этого всего не заметил, это мне все не важно. А мне понравилось, ты слышал, какой там шорох, какая там обработка звука, там что-то вот 808, 707, синтезатор такой, он отсылает к тому-то. Ты такой... Как будто Коля Редькин с кем-то встречается, судя по рассказу. Ну, вполне возможно. Да, Коля классный. И вы разговариваете как будто на разных языках. И потом твой приятель тебе говорит, а пойдем, кстати, ко мне домой. Я там купил себе за 1 миллион денег невероятную звуковую аппаратуру. И все звучит совсем не так, как на простой колонке JBL. Ты приходишь, слушаешь, из вежливости говоришь, да, классно, но на самом деле ты совершенно не понял разницы. А человек говорит, ну вот другое же дело, винил, ламповый винил. И это означает, что, скорее всего, в этой ситуации у твоего приятеля очень развитый тембровый слух, и его мозг такой, звук, ну, звуковая вертикаль, образ звука, из чего он состоит, как он соткан, но при этом он такой смотрит на процесс такой, это ладно, мне интересно следить за каждой секундочкой. А у тебя, воображаемого тебя в этой истории, у тебя как будто более развитый гармонический слух, и ты такой, блин, вообще не знаю, что за инструмент играет, то ли саксофон, то ли кларнет, ну пускай. Но, боже ты мой, как же меня маринует композитор, как же я к третьей строфе, вообще, как он со мной проработал все это, там, своей формой, своими аккордами, как меня это все трогает. Да? Вот, короче, разные пути выбирают ваши головы для прослушивания и обработки сигнала. И я говорю родителю, что я говорю, вот есть вероятность, что у вас более развитый гармонический слух, а у ребенка тембровый. И, конечно, когда тембровый слух на высоте, а тебе 9 лет, ты хочешь мощной кислоты, вот, и идешь за ней в трек, который твоему родителю кажется простым и тупым. А на самом деле он сложный, но в другом месте. Они принимают это? Да. Они принимают это, и это всегда хорошо об этом поговорить. Потом они меня, правда, спрашивают, ну там же неприличные слова. Я так говорю, нет, ну это вы уже разбираетесь сами, про это я ничего не знаю. Как у вас там в семье принято, неприличные слова. Но я говорю, ну я думаю, что ваш ребенок услышит неприличные слова в школе, и вряд ли вы сможете его от этого оградить. Давай разложим на молекулы песню «За деньги, да». Почему она стала хитом? Ну вот я уже сказала, что в песне есть хук, который такой, типа тебя хватает. Но хук хорош и хорошо работает, особенно тогда, когда его реально легко повторить.
И Дарья, когда она исполняет эту песню, она же практически не поет ноты. То есть я не могу ни наиграть, ни записать песню «За деньги, да». Понимаешь, да, вот припев, если ты его изображаешь, там «За деньги, да», «За деньги, да». Какие ноты это? Никакие, непонятно. Но при этом повторить легко. Ну да. И мне кажется, что это способствует тому, чтобы хотеть крутить в голове «За деньги, да» этот мотив. Там, как бы ты его ни подпевал, «За деньги, да», «За деньги, да». Вот у тебя всяко получится, в принципе, как надо. Я бы не сказала, что эта песня сделана гениально для меня. Я бы сказала, что она сделана хорошо. Что там? Сабвуфер, бас мощный, подложка суперская. В смысле, все прямо качественное, звуков много. Слушать хочется. И потом, когда звучат «За деньги, да», я думаю, что там есть еще какая-то деталь, связанная с согласными. «З», «Д», «Д», когда там «За деньги, да». И как будто мы чувствуем, что там есть еще вот эта штучка. И Рельефная такая. Рельефная. И она как-то немножко добавляет интереса. Но, пожалуй, это все, что я могу сказать про эту песню. Она просто хороша. Про какие песни и на русском, и на нерусском языке ты можешь сказать, что они сделаны гениально? Мне сходу пришло в голову 3 песни. Но есть вероятность, что они мне пришли в голову сейчас, и в какой-нибудь другой момент времени мне пришли бы другие. Это просто те, которые вертятся у меня в голове. И они немножко принадлежат к неожиданным для меня жанрам. Я тоже сама не поняла, почему именно они мне пришли в голову. Первое — это песня группы «Аха», которая та-ра-та-там-там-там-та-та-ра-та-ра. Я забыла, как она называется. Take on you. Take on me. Take on me. Take on me. Там очень много я слышала от людей, и сама это испытывала. У всех есть ощущение мурашек, когда исполнитель начинает петь «Take on me, take on me». И дальше он еще наверх идет. Потом он идет так высоко, что я уже не могу этому подпевать. И каждый раз подпеваю как-то так вот уже поскуливая. Вот прям иду, что-то такая вот мяукаю. Но в этот момент меня прям пробирает на гусиную кожу. Я в какой-то момент такая: хватит это терпеть, надо разобраться. И я поняла, что равномерно с тем, как мелодия идет наверх, примерно так же зеркально бас идет вниз, и пространство расширяется, а в конце, когда звучит самый последний, высокий вот этот вот ды-ды-ды, там еще и аранжировка замедляется, там становится меньше событий, и ты как бы оказываешься в большом пространстве. Ну и раз ты в большом пространстве, значит, время идет медленнее. И как будто все это работает на одну задачу, и я чувствую такое «ах» от этого. Этот прием кажется мне гениальным, поэтому годится. Плюс сама мелодия «та-та-та-там-пам-пам-пам-па-па-па-па» очень хуковая, очень хитовая, в голове крутится мелодия «во». Каверы на нее сумасшедшие всегда тоже. Это правда. Значит, вот ее, вот она мне пришла в голову как вот образец того, что меня ужасно поразило в ней. А следующие 2 мне почему-то пришли из достаточно простого жанра. Вот есть песня Жуков «Батарейка», с которой все относились до 22 года, как мне кажется, со скепсисом, особенно те люди, которые живут с окнами на проходную улицу, где по вечерам в пятницу стоят музыканты и играют ее. И там вот этот вот холодный ветер с дождем, который усилился стократно, он как-то вызывал у людей что-то вроде зубной боли. Я работала в Петербурге возле Спаса-на-Крови. Спас-на-Крови находится в 5 минутах от метро Невский проспект, выход на канал Грибоедова. Пока ты идешь с выхода от канала Грибоедова до Спаса-на-Крови, там есть 3 точки, где стоят уличные музыканты, и в теории у тебя есть шанс услышать трижды песню «Батарейка» в разных аранжировках. Ее все играют. Но я стала замечать, что к ней люди стали относиться с большей нежностью, когда провели больше 2 лет в эмиграции. Все такие: холодный ветер с дождем, да. Истинная скрепа. Ну, скажешь тоже. Может быть. Там есть такая деталь, которая тоже меня очень поражает. Эта песня, она вроде бы шутливая, чувствуешь. То есть там вот этот вот батарейка, Андрейка, уменьшительно-ласкательные слова. Да и вообще трудно относиться к ней серьезно, как к какой-то драматичной песне. Вряд ли ты будешь ее слушать, если будешь думать о несчастной любви. Но при этом она действительно скорбная. И это и вызывает какой-то странный диссонанс смешного и скорбного. И вот это вот «ой-яй-яй-йо», она тоже какое-то вот чувствуешь, в нем и надрыв есть, но при этом и момент иронии. И там
оборот, который используется в аккордах внизу, это такие 4 аккорда, которые спускаются вниз. Довольно частый оборот, который называется катабасис. И вся мелодия, которая тоже туда чувствуешь, она прям такая ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И это самый скорбный оборот, по мнению всех людей в барокко. Это прямо вот про смерть. Это вот настолько скорбный оборот. И я, когда думаю про это, я такая, господи, гениально. Это скорбное, это очень скорбная с точки зрения теории музыки последовательность, с очень смешными словами, которая вместе дает эту какую-то искру между иронией и трагедией. Бессмысленный, но интересный факт про солиста группы «Жуки». Он стал отцом в 13 лет. И так когда рано. он участвовал, группа «Жуки» была в программе «Земля-воздух» в эпоху моего детства и ранней юности, очень популярная программа на канале ТВ-6, а потом ТВС, где живые концерты были. Он там был, когда ему было, если ничего не путаю, 31, а, соответственно, его сыну было 18 на тот момент. Прикинь? Дела. Третья песня. Крохотная разница в возрасте. И есть третья песня, не знаю, которая, по-моему, абсолютно гениальная со всех сторон. Это песня «My Way», которую поет Синатра. Кажется, он ее не написал, но поет точно он. И вот там как раз вся история в том, что там очень простая мелодия, там много повторов. Там он поет «And now, тан-та-да-тан, тан-та-да-тан». Чувствуешь несколько раз на одном месте, потом куда-то спустились, и как будто бы в мелодии почти ничего не происходит. В ней вот все очень-очень камерно. Все происходит в аккордах, и там происходит такое. Вот там каждый аккорд разный. Это гигантическая редкость для музыки последних 1,5 веков. Это очень много аккордов на квадратный метр. Это такое, это прям бах какой-то. И эти аккорды, они... Я не хочу сейчас прям сильно занудничать, но они про взгляд на всю свою жизнь как будто из момента умирания. То есть это переосмысление, это такая какая-то горечь при теплоте и радости. И это размазывает абсолютно. И особенно при том, что верхний слой такой припрятанный, камерный, кроме вот этого всплеска «I did it my way», там все очень спрятано. И эта песня позволяет тебе пережить все эти чувства внутри тебя, потому что если мелодия яркая, к ней хочется присоединиться, ей хочется напевать, там, и все вот это вот. А тут она как бы такая «поварись в себе, поварись, почувствуй это». И ты такой «да, я чувствую это, что вы делаете со мной вообще?» Очень... И какой-то абсолютно идеальный баланс горечи и тепла. Слушай, видимо, меня привлекают песни и кажутся гениальными те, в которых либо есть чистейший посыл какой-то одной эмоции, либо есть соединение несоединимого ровно на 50 на 50. То есть не с перекосом каким-либо, а вот как будто это грань, где ты идешь по канату, да, то есть прям вот на острие каком-то. Вот это, мне кажется, прям вау. Считается, и ты это тоже говорила, что Вагнер был плохим человеком. Да, но он вот собрал все такое вот эдакое. Он был антисемитом, написал статью «Еврейство в музыке». Ее очень стыдно читать, цитировать просто. А если коротко, о чем она? О том, что у евреев нету музыкального вкуса, слуха, и что они все портят. Правильные композиторы немецкие, а вот еврейские неправильные. Там на него ругались, что он потратил очень много денег всей Баварии, потому что его очень любил король и отдавал ему какие-то гигантические суммы, а Вагнер никак не отчитывался по поводу того, как их тратил, и баварцы были этим недовольны. И еще он увел жену своего друга. Это тоже не самая красивая история. Ты про Казиму, про вторую жену. А Казима была дочкой Ференца Листа. Его хорошего друга. Да. Нет, Ференц Лист был батей. Да. Да, а она была замужем за другом Вагнера. Но Ференц Лист тоже был его другом. То есть как бы получается, что он захотел замутить с дочкой своего друга, женой своего другого друга. Ему никак это не помешало. Ага.
Ну, Не, но с дочкой друга, если речь не про нарушение законов, в чем проблема? тут ни в чем не проблема, но она была замужем, и у них был католический брак, им там было очень сложно получить развод, все это в обществе как-то тогда порицалось, ну и вообще-то у них возникла эмоциональная сложность с Листом, когда Вагнер все-таки с Казимой вступил в отношения, какая-то в этом была неловкость, что ли. Но он ему потом писал письмо, кстати, он его звал класть вот сюда камень. Ага. Когда они там вот закладывал. И он прям такой: дорогой дружище, знаю, между нами какие-то вот неприятности, но приезжай, положи камень. Тот ему написал: ой, спасибо большое, что ты написал, постараюсь, и не приехал. Да, но потом он здесь бывал все равно. Да. Но женщина же вправе сама выбирать. Определенно так. А я не говорила, что Казима хороший человек. Ага. Слушай, ну ладно, это наименее плохое про Вагнера, хотя это тоже такая, ну, какая-то такая штука. По крайней мере, она меня удивила в детстве, потому что я думала, что все композиторы, они, знаешь, там такие светлые души, короче, какие-то, никакие дела любовные их не касаются. Потом это оказалось не так. Короче, вопрос дискуссионный. Не имею аргументов по этому поводу ни в защиту, ни в обвинение Вагнера. Ну, вот так у них случилось. Ну, бывает. Мало того, даже тот самый муж Казимы, у которого Вагнер ее увел, он тоже продолжал его дирижировать, продолжал с ним общаться и написал потом, что Вагнер человек не очень, но зато гений. Поэтому, как мне кажется, в этой истории никто особо не был в обиде. Ты сказала, что у тебя даже в обиход семьи Вагнер вошел. Ну, конечно, Вагнер — это вообще большой мем. То есть мы так иногда даже с мужем говорим, что типа да, надо быть как Вагнер. Но не в том смысле, в котором быть антисемитом и что-нибудь еще, а в том смысле, что как бы он такой: что-то мне не подходит обычный театр под мои оперы. Надо, чтобы вот свой был театр. Короче, хотела от жизни многого. А вообще, нет, погоди. Я еще вспомнила... как символ, Хороший синоним пробивных скиллов. Да, и как бы того, что ты загадываешь очень большое, и оно почему-то получается, и тебе за это не стыдно. Ну, то есть тебе там дают много денег, и ты такой: то, что надо. Да, это логично. Пускай так, пускай будет много денег. И я вспомнила еще, что мы шутили в училище, что Вагнер — это такое слово, которое нельзя говорить в коридоре. Вот даже проделывали опыт. Идешь такой по коридору училища, такой: Вагнер! И сразу кто-нибудь поворачивается, и начинается какая-нибудь ссора или жесткий спор. Ну, типа, например: о, вы сказали Вагнер, и там есть же еще такой спор, вот как у демократов и республиканцев, это Вагнер или Верди. Вот, то есть, все-таки вот Вагнер или Верди, или в каком исполнении слушать Вагнера. В общем, он такой, он сразу побуждает к конфликту. Офигеть. Ну, такие свои мемчики, да. Да, так, это еще до времен ЧВК было, да? Потому что сейчас, если выйти в коридор, наверное, и сказать «Вагнер», там тоже может разные ассоциации вызвать. Это трагедия. Мне нужно было перерисовать Вагнера для картинки. Я про него что-то в лекции рассказывала недавно. И мне надо было скачать его портрет, и я абсолютно ни сном, ни духом напираю в Гугле «Вагнер». Так. Ну... Это еще было до войны? Нет, вот сейчас вижу там Евгения Запись Пригожина, вот так вот сплошняком, и одну маленькую картиночку Вагнера. Так не может... Ну, это пока повестка, понятно. Но это, конечно, меня поранило. Это как Google может мне выдать такое большое количество того, чего я не хотела, при таком известном парне? Насколько правильно понимать, что ты стала музыковедом, когда поняла, что у тебя не получится стать большим композитором? Слушай, не знаю. Я первую лекцию провела до того, как выпустилась из училища и поступила на композитора. Ну, может быть, это и связанные вещи. Сейчас подумаю. Я бы сказала так. Здесь сложилось несколько факторов. Был фактор случайности, когда я случайно попала на теоретико-композиторский отдел. Я этого не планировала. Это была счастливая случайность. Был фактор лени, потому что я думала, что я буду пианисткой, но для этого нужно заниматься этим как спортом по 6-8 часов. И я не могу заниматься 6 часов на фортепиано, мне этого не хочется.
А вот 6 часов сидеть за компом и серчить — это за милую душу. А потом еще 4 часа разговаривать с людьми, которые тебе рады, шутить шутки и махать руками — это тоже за милую душу. Я от этого даже почти не устаю. И еще один фактор, наверное, сложился такой, что я нахожу своей ошибкой то, что я поступила на композиторский отдел, потому что мне нравилось писать музыку до того момента, пока я не начала учиться это делать. То есть там что-то поломалось чуть-чуть. Может быть, оно починится потом, я не знаю. Но вот это как раз ломается. Мне иногда спрашивают, ломается ли удовольствие от прослушивания музыки, если ты знаешь, как она сделана. Вот здесь точно нет. Наоборот, оно начинает работать x10. Если ты понимаешь, какой там слой, чего, какой аккорд куда пошел, это просто шандарахает по абсолютно всем каналам, там, в душе, в голове, везде. Но для меня случилось так, что когда мне объяснили, как писать музыку, и это стало запросом извне, а не изнутри, у меня там начало что-то подламываться, я потеряла к этому не интерес, а способность, что ли. Пускай будет муза оставила меня. Это звучит пафосно. Ну, в общем, и вот так вот все и сложилось. Плюс позитивное подкрепление. Я очень люблю делать то, что у меня получается. Мне очень надо знать, что людям нравится то, что я делаю. Без этого у меня не выходит. То есть я не из тех людей, которые... Нет, никому это не нравится, но я вам докажу. Я такая: вам все нравится? Отлично. И вот так вот меня унесло в то, кем я есть сейчас. Вагнер — любимый композитор Гитлера. Ну, походу, да. Почему? Я думаю, что у них совпадали взгляды на величие немецкой музыки и степень национализма. Я не уверена, что у Гитлера она была выше, чем у Рихарда Вагнера. Просто они по-разному этот национализм проявляли. То есть Вагнер для своих таких самых любимых собственных сочинений, он брал сюжеты древнегерманской мифологии, всей этой старшей Эдды, и он прям это манифестировал. Он такой: вот, немецкое искусство великое, потому что вот нация, все дела. То есть я думаю, что Гитлеру это было очень симпатично. А во-вторых, мне кажется, это такой не единичный случай того, когда приходит ультраправое правительство, да, какое-то, и говорит, что все, что было до, оно только подтверждает нашу правоту, и вообще все это себе надо присвоить, это все про нас. И мне кажется, что Гитлеру еще было очень удобно, что Вагнер создал такую почву. Был еще один знаменитый человек, на которого можно было сослаться, на то, что, да. Не я один так думаю, а вот еще наш предок. А еще вот тот самый великий предок, да. Вот. Но с Вагнером это еще куда ни шло. Они же Бетховена тоже как-то к себе так. Это все наше родное, подтверждающее нашу правоту. Ну, Вагнер, правда, провинился здесь. Со времен Вагнера здесь проходит фестиваль. И фестиваль классической музыки. Летом огромный спрос. Если верить, извините, интернету, то здесь 58, кажется, тысяч билетов за один фестиваль, и на них 500 тысяч претендентов. И этот фестиваль проходил в том числе при нацистах, и Гитлер сюда тоже заезжал. Да, есть крупные события, как и в любой музыке, в любой культуре, которые становятся культовыми не только из-за того, что на них исполняется, и кто, и как, а в том числе из-за традиции, которая складывается. И это совершенно не показатель тоже интереса к классической музыке, то, что люди приезжают на фестиваль, потому что для них это может быть просто культурное событие. Приехать. Выход в свет. Как с рождественской музыкой, которую играет австрийский венский оркестр. То есть тоже выход в свет, и еще и вот такой большой, запланированный, богатый. Если и слушать классическую музыку, то на фестивале. На самом деле в этом даже есть что-то немножко мещанское. То есть настоящие фанаты классики слушают ее по-простому, за 100 рублей. На сольниках филармонии, на сольниках, на Spotify, на сольниках филармонии. Ну, что-то такое. У Вагнера была большая семья, и она, в общем, тянется до сих пор. А руководит этим театром его правнучка Катарина Вагнер. Я когда увидел это, что это прям прямой потомок. Круто! Я удивился. Но еще больше я удивился, когда прочитал про его сына. Сын Зигмунд, его, кажется, звали, Вагнера. Он был, как пишут, он был бисексуалом.
что тогда вызывало недовольство его семьи, и его семья заставила его жениться. Ему было 45, а девушке, на которой его убедили жениться, было 17, она была англичанка. 4, кажется, детей в этом браке родилось, при этом он все равно как бы его истинным стремлением, ну, то есть по-настоящему он любил мужчин. Но интересна судьба этой девушки. Уинифред, кажется, ее звали, я, может быть, не туда ставлю ударение, вот. Но она очень симпатизировала Гитлеру, который тогда уже приходил в политику. Она якобы, когда он был в тюрьме после пивного путча, ему присылала письма и даже канцелярские принадлежности. И чуть ли не ее фломастерами, карандашами или что она там присылала, была написана либо целиком «Майн кампф», либо какие-то части «Майн кампф». И отношения были настолько тесными, что даже там считалось или писали, что у них мог быть даже роман. Я офигел, когда прочитал, как все это переплетено. Мы с тобой много говорили про личные качества Рихарда Вагнера. Ты вспомнила про другое сочетание таланта и личностных качеств и привела пример Сергея Прокофьева. История была такая. Прокофьев уехал. Он был одним из людей, которые уехали в связи с революцией 17 года. Много гастролировал. И после одного выступления в Америке, а он такой, знаешь, по-моему, он 92-го года рождения, то есть ему было типа 20... 91-й, кажется, да. Ну, что-то, вот такой молодой, классный парень, высокий, такой с необычным этим лицом, строгим. У него пухлые губы, прямой нос. Ну, такой интеллигент-красавчик. И в него в зале влюбилась девушка по имени Лина, и у нее была фамилия Кадина, потому что очень хочется ей сказать Кодина, потому что на русский манер, но вообще-то у нее испанские корни, она Кадина. Она была потрясающе красивой, миниатюрной, с кудряшками, просто абсолютная икона стиля. Ух, красавица. Она в него влюбилась, и каким-то образом ей удалось проникнуть за кулисы и поймать его после выступления. Вот она ему тоже понравилась, у них завязался роман. Он сначала проходил в Америке, потом он уехал, она приезжала к нему в Париж, у них был эпистолярный роман. Ее родители страшно ругались, что он как-то не зовет ее в жены, а она все с ним, значит, тусуется. Вот. А он такой, брак. Он такие цитаты отмачивал из разряда, что типа «хорошее дело браком не назовут». То есть он такой: я чувствую, что брак меня вот будет сковывать, не хочу. Но потом выяснилось, что у них будет ребенок, поэтому свадьба состоялась, у них родилось 2 детей. И дальше наступило интересное время, когда в Советском Союзе руководство, которое много раз меняло решения относительно политики в отношении музыки. Знаешь, там вначале все такие: авангард, возим Берга сюда, чтобы все услышали самую новую музыку, потому что левое течение, новое хорошо. Потом все такие: никакого авангарда, запрещаем весь авангард. Там, в общем, эмоциональные качели были, мама не горюй, прям за первые 20 лет существования Союза до войны. И это было время, когда вдруг руководство решило, что им пригодились бы инфлюенсеры из композиторов и авторов, которые популярны в западном мире. Мол, мы их вот привезем, устроим, они будут хорошо жить, в западном мире их уже знают, и это будет такая некая витрина того, что в Советском Союзе все вообще-то очень неплохо. И они долго добивались того, чтобы Прокофьев приехал, он съездил на гастроль, пригляделся, вроде ничего. Не поранило его то, что это уже другая страна, не та, из которой он уезжал. И потом они ему говорят: приезжайте, мы вам квартиру дадим, все дадим, машину можете свою иномарку пригнать, не будем вам машину выдавать, а вы можете взять свою, так уж и быть. И вообще, разумеется, политическая безопасность. Он такой: давайте. Взял Лину, взял детей, они переехали в Советский Союз, стали там жить, поживать, добра наживать, все было хорошо. А потом случилась такая штука, вроде житейская. Вот мы вчера обсуждали там про то, плох ли Вагнер тем, что он влюбился в Казиму. Всякое бывает. Вот у Прокофьева случилась ситуация из разряда «всякое бывает». Он поехал в Кисловодск, и там ему стала знаки внимания оказывать молодая женщина Мира, и она ему тоже понравилась, и он такой: развод. Пришел к жене, говорит: слушай, тут такое дело, влюбился, давай развод.
Она говорит: ты с ума сошел? Какой развод? Типа, нас разведут, у меня будут большие проблемы. То есть она, как шпионкой меня сделают. Он такой: да ничего не будет, все будет нормально. Не дала она ему развод. Напомним, Никак. она иностранка. Иностранка, да. Она приехала только на правах жены Прокофьева. И ее, вот этого я не знаю, кстати, почему, но ее не выпускали из Союза. То есть она просила ее выпустить, ходила, там тоже обивала углы, но, видимо, посчитали, что она может что-то знать, что-то рассказать. Непонятно. В общем, все как всегда. И он тогда поступил подло, он пошел в ЗАГС и сказал: помогите решить проблему. Мне же на развод не дают, а я хочу жениться на другой женщине. Они подумали и нашли юридическую лазейку. Точнее, выдумали ее. Они сказали, что раз брак Сергея и Лины не был зарегистрирован в Союзе, значит, он недействительный. Это даже назвали казус Прокофьева. Вот он такой: о, недействительный, ну хорошо. И женился на Мире Мендельсон. И через 3 недели после этого домой к Лине и сыновьям пришли ГБшники, забрали ее в ГУЛАГ, в республику Коми. И она сидела там несколько лет в лагере. То есть ее сразу же окрестили шпионкой. Зачем она была нужна? Да? То есть вот на свободе, если она не жена Прокофьева. Потом в 1953 году, 5 марта, в день, когда умер Сталин, Прокофьев тоже умер. Его смерть прошла незамеченной. Такая интересная получилась ситуация. В 1956-м Лину выпустили. И она не сразу, будучи в лагере, узнала, что он умер. Она по радио услышала, что дают передачу памяти Сергея Прокофьева, страшно рыдала. Говорит, что обиды на него не держала, музыку его популяризировала, наследием занималась. И до конца жизни Лина и Мира получали пенсию по потере кормильца. Получается, Прокофьев был единственным в Советском Союзе двоеженцем. Как еще это можно объяснить? Вот. Потом, если что, там, Мира тоже довольно скоро умерла, вторая жена, а первая, ей все-таки в конце жизни удалось ехать на Запад, и она, по-моему, лет 8 там прожила свободно, хорошо, с сыновьями, они тоже эмигрировали. Но сыновья вроде бы тоже... Вот, там есть один факт, я не знаю, держат ли они на него обиду, потому что в целом по вине отца мать была в лагере. Это, наверняка какое-то безумное переживание. Но у них обоих родились сыновья, и они назвали их Сергеями. То есть у Прокофьева 2 внука, оба Сергеи. И он Сергей Сергеевич. Жизнь очень сложная. Жизнь вообще непростая. За что Шостаковича критиковали при Сталине? Как музыка, в которой нет слов, может быть не той идеологии? Шостаковича много раз критиковали, но самый жесткий случай был связан с его оперой. У него есть опера, я не помню, как она точно называется, то ли Екатерина Измайлова, то ли «Леди Макбет Мценского уезда» по Лескову. И когда он написал эту оперу, он был еще очень молодым и уже очень знаменитым, потому что все во всем мире такие: «Господи, кто этот человек? Почему он делает так круто?» И он написал эту оперу, и там есть несколько моментов. Один из них, например, такой. Вот к слову о том, как можно без слов что-то изобразить. Очень театральный прием. Там на сцене мы понимаем, что герои, которые ходят за ширму, вот они занимаются любовью. И понимаем это в том числе потому, что на этом фоне играют тромбоны. Тромбоны — это те, которые с кулисой, медные духовые инструменты, и они делают такие очень ритмичные глиссандо. Такие подъезды. Серьезно? Да. Ого. Ну и в целом это, наверное, самая такая вот деталь, чтобы эпатажная, а вся музыка, она авангардная, мелодия в ней бывает ломаная. Там и сама Катерина, у нее такая ария, и она поет мелодию не стандартно ариозную, а такую мрачную, примрачную. Она поет: «Я однажды в окошко увидела». Я очень плохо пою, но так примерно понятно. И там очень много интересных деталей. Опера супер. Она такая мрачная, жесткая. И Сталин был на премьере, ушел после первого отделения. О-о. И после этого вышла статья, которую приписывают авторству Сталина. То есть говорят, что он ее прям написал.
Уж не знаю, почему так решили. «Сумбур» вместо музыки, где эта опера жестко критикуется самыми неприятными словами. И о том, что Шостакович, там ничего нет про тромбоны и постельную сцену, ничего такого, но вот что это ненародно, инородно, что он какие-то эти странные соединяет звуки, которые скапливаются в какой-то сумбур, ком, который не понять простому советскому человеку, который ему не органичен, не помогает и все такое. Но это буквально означало, ну все. Ну, то есть, понимаешь, это прям очень страшно было такое получить. Он как-то выкарабкался, но вот не дай бог такое кому пережить. Я думаю, что Шостакович с тех пор, может быть и раньше, но с тех пор точно, жил с ощущением того, что ночью может приехать черный воронок. И опять же, вот в Советском Союзе там была некая неопределенность. Вообще вот время, в которое успел просуществовать Советский Союз, с точки зрения музыкальной политики было настолько неоднородным, что прям до противоположностей. То есть, может быть, у товарища Сталина были такие воззрения на музыку, и он их как-то экстраполировал, и они различались от того, с какой повесткой пришел товарищ Ленин. Может быть, еще что-то. У них были какие-то бесконечные измышления о том, что надо народу, что не надо народу. Вот народ авангарда обслушается, и что? Вдруг там что, понимаешь? То есть нет, это все было очень политизировано, и да, Шостакович, конечно, он хапнул много боли из-за этого. А мне в 13 лет Шостакович очень помог, когда у меня был подростковый возраст. Он мне помог поразмышлять первый раз глубоко про конечность своей жизни. Ну, то есть, я не знаю, помнишь ты какие-то детские воспоминания о том, как ты воспринимал смерть тогда? Вот у меня они есть, и они странные. То есть у меня никто не умирал из родственников. Ничего? Да, какие? Мне интересно с вами сравнить. Вот. Так вот, из родственников у меня никто не умирал, но я смотрела на биографии композиторов, и там была дата-дата. Ага. И умер. Или нам кто-нибудь из учителей говорил, вот Моцарт прожил 35 лет, как мало. А я такая сижу, мне 8. Я такая, не звучит мало, 35, взрослый дяденька. И я как-то такая, смерть, естественно, течение жизни, говорят, что все умрут, но как-то я не особо понимала, что и я ведь умру тоже. И тогда, получается, я выключусь вот так, как будто сейчас будет плашка, но ее не будет. А все останутся, и будет продолжаться это кино. И однажды нам наша учительница по музыкальной литературе Любовь Самойловна показала 8-й квартет Шостаковича струнный, который он весь написал на мотиве своей монограммы. У него очень удобно буковки имени и фамилии играются на пианино. Потому что ноты можно записать буквами. И у него есть мотив, его собственный, такая роспись, росчерк, очень узнаваемый. Ре, ми, бемоль, до, си. И вот он написал весь квартет на этом мотиве. И в этом было явно слышно его переживание о том, что он умрет. Он такой, вот он я, а что после меня останется? По крайней мере, я услышала такие смыслы. И меня это прям ударило сильно, и это как раз попало в мой подростковый возраст, когда ты все переосмысляешь, тебе все интересно, жизнь, мир, справедливость, а как жить, ничего не понятно. И вот эта мысль, она в меня попала, и так там и сидит, и я теперь все время думаю про свою смертность, благодаря Шостаковичу. Ага. Но это я ему скорее благодарна, чем как-то сетую на него. А тебя подотпустило, когда ты об этом подумала, да? Тогда, в 13 лет. Не, меня наоборот здорово забрало. То есть я такая, еще такой ракурс может быть. И он скорее привнес этот ракурс в мою жизнь, чем отпустил. То есть не успокоил, а обогатил? Да, озадачил, обеспокоил. Обогатил. Я в этом возрасте очень боялся смерти, только не своей. Я боялся, что родители умрут. И я прям беспокоился очень сильно. И забавно сейчас, когда ты сам родитель, то есть поздно возвращается кто-то, это еще эпоха без мобильных телефонов, и я всегда очень парился, когда они поздно возвращаются, и где-то нет, или что-то еще. И кажется какой-то ерундой, но забавно, что сейчас, когда я родитель, у меня дети подбираются или подобрались уже к этому возрасту, и когда нас где-то нет, или когда я уезжаю в командировку, сын часто спрашивает жену, а где папа, и он волнуется чуть сильнее, чем можно было быть. Или когда мы вдвоем куда-то уходим, они даже днем
Они пишут: ну а где вы, где вы, где вы? И я понимаю, что я узнаю себя тогда, но только с мобильным телефоном. Вот, что как это пошло по кругу. Слушай, это прикольно. Я не помню, чтобы у меня был такой страх, по крайней мере, сильный, но, возможно, меня очень успокаивала моя бабушка. У нас с бабушкой в детстве было очень много разговоров. Она часто заводила разговоры о своей смерти, но не манипулятивно и как-то грустно, мол, я вот умру. Вот умру я. Вот умру И я, что ты? да, и что ты будешь делать? Да. Бабушка наоборот, она говорила: слушай, тут такая штука, а я такая, типа, маленькая. Она говорит: я вот умру, а ты не плачь, страдать не надо. Мне будет абсолютно все равно. Только не надо там ходить, вот это вот все, вот это вот не надо, не переживай. Я не знаю, почему он так делал, с бабушкой все хорошо, она сейчас жива, мы общаемся. Она хиповала, может быть, нет? А что ты вкладываешь? Хиппи, но это очень такой подход, знаешь, как Кейт Флинт из Продиджи, у которого на похоронах просто рейв был. Я не знаю. Это Нет. очень нетипичный подход для советского человека. Согласна. У меня, в принципе, вот бабушка, она такая вот очень необычная и во взглядах, и во всем. Но это скорее ее какое-то принятие всего происходящего. Она всегда учила меня тому, чтобы быть на чиле и немного несерьезно ко всему относиться, как будто происходит какой-то театр, что ли. Как будто все это не совсем по-настоящему. Вот как-то. Я этого не взяла у нее. Для меня все жестко по-настоящему. Не могу себе представить мир ее глазами. Но вот у нее просто необычное такое видение. Кем она работала? Инженером и педагогом в колледже. По какому предмету? По математике. Бабушка у меня математик, инженер. Да. Одно из моих главных впечатлений из детства — это большое количество одноклассников и просто ровесников, которые ходили в музыкалку и делали это явно страдая. Ты не из таких детей? Нет, но мне очень повезло, потому что у меня был какой-то развитый слух, то ли с рождения, то ли после первых лет жизни. У меня был абсолютный слух. Поэтому как минимум один предмет, который доставлял всем неимовернейшие лютые страдания, это предмет сольфеджио, доставлял мне бесконечный поток радости, новых открытий. В этом смысле, да, мне повезло. А сольфеджио — это Это теория ноты, музыки? да, это где ноты пишешь, Да. поешь, диктанты пишешь. Диктанты обычно вызывают у всех какую-то ретравматизацию. Ты говоришь слово там музыкальный диктант на сольфеджио. Ну и в принципе само слово сольфеджио тоже вызывает ретравматизацию. Да-да, у меня есть синоним насилия прям. Просто, ну вот еще раз, по впечатлениям детей, да. все дети произносили слово сольфеджио, но вот так же, как будто с ними что-то делали. Ну с ними что-то и делали, да. Тут как бы штука такая. Сольфеджио — это что-то среднее между наукой и тренажерным залом. То есть это предмет, на котором ты должен понять, как все сделано и как сделать так же. Ага. То есть как... Ну это язык. Язык, да, это просто абсолютно язык точно. музыки. Но для того, чтобы этот язык вобрать, там нужно несколько вот этих вот внутренних слуховых мышц наработать. И детки приходят в музыкальную школу с очень разной степенью накачанности этих мышц. Я однажды сидела на вступительном не экзамене, но на прослушивание в музыкальную школу. Дети приходят, и им дают какие-то задания, чтобы понять, готовы они пойти в школу или нет, или, может быть, совсем они для этого дела не годятся. Им дают палочки, например, говорят, повтори ритм, тык-дык-дык-дык-дык, там, не знаю, а спой вот такую-то песенку, а вот там станцуй то-то. Проверяют координацию слуха и голоса, чувство ритма, в принципе, как бы такую сформированность всего этого слуха, но потом, когда отбирают просто тех, у кого он сформирован, и отправляют в какую-то одну группу. Или сольфеджио люди обычно занимаются по факультетам, где они учатся. Ага. Вот пианисты вместе, скрипачи вместе, и вокалисты вместе. А на самом деле я бы немножко эту систему как-то подвергла критике, переосмыслению, потому что есть дети, у которых очень развит как-то слух, координация слуха и голоса, у которых поменьше, у которых вот это развито, а вот здесь не хватает, а у некоторых вот с чувством ритма беда, а все остальное вообще супер. И их можно попробовать поделить на другие группы и заниматься с ними, решая сначала проблемы, которые у них есть, и потом уже всех соединять в какую-то единую программу. А так получается, что группа неравномерная, у всех способности разные, а делать задания вы должны примерно одни, и довольно сложные. Вот. Из-за этого у всех какая-то боль, но не у всех. Обязательно у пары человек это хорошие воспоминания, у всех остальных боль. Видишь, неравномерная получается штука. У тебя хорошие?
Конечно. Я обожала сольфеджио. Я потом еще и преподавала его 5 лет. И это было супер весело. И ко мне тоже все приходили такие: мы в детстве учились в музыкалке, и сольфеджио — это, наверное, больно. Я такая: нет, сейчас будет не больно, обещаю. И было не больно. Нет, так-то это, конечно, наверное, самое интересное, что может быть в музыке. То есть интересно ее играть, конечно, интересно ее сочинять, но ты прикинь, ты просто раскладываешь и понимаешь, как ткань выглядит. То есть, это же просто вау. Разложить на молекулы — это интересно. Да, и это интересно. Так что нет, у меня такого не было. Ну и, по-моему, потому что мне мама говорила, я просила ее отдать меня в музыкалку, я этого уже не помню, но охотно могу себе представить. Где-то подсмотрела у знакомых, что пианино есть такое, и что можно нажать, и будет звук, magic, круто. И такая: хочу такое же, пожалуйста. И в музыкальную школу и меня отдали. Твоя цитата. Radiohead тотально недооцененные, их прямо можно оценить как Шостаковича. Ты считаешь Radiohead одной из величайших, или, может быть, величайших групп в истории музыки? Ага. Почему? Вот вроде бы, когда заходишь в Википедию смотреть, в каком жанре пишут Radiohead, там чего только не написано. Я не помню точный список, но там, по-моему, IDM, Intellectual Dance Music, какой-то альтернатив-рок, инди-рок, арт-рок, какой-то еще рок. И ты такой смотришь, такой: окей, интересный набор. Начинаю разбираться. И оказывается, что в целом вот в 20 веке, когда куплетно-припевная форма всех победила, такая: я здесь власть, я все, я тут самое основное, что есть. Это очень не бьется с тем, в каких формах Radiohead пишут свою музыку. И это была первая музыка, которая не была академической, но поразила меня глубоко. Вот. И потому что там вся форма, она выстроена абсолютно под смысл песни. И все слои, которые есть в музыке, все элементы, которые идут один за другим, они выстраиваются в какую-то уж очень необычную композицию, которая оказывается объяснимой, если все это дело как-то образмышлять, оттрактовать, со словами соединить. Вау! И получается, что Radiohead в некотором смысле — это академическая музыка. Вот. А академическое в твоем представлении — это классическое? Да, то, что мы обычно называем классической. Просто с классической там беда. Классическая музыка — это Бах и Битлз. Понимаешь? То есть Битлз же — это классика. Да. Да, поэтому получается размытый термин. Академическая — это вот то самое. И когда я обнаружила это в качестве гипотезы, я такая: о, папа, а что если просто представить, что все то, что написано в Википедии, неправда, и что Radiohead после первых 2 альбомов, их мы оставляем за скобками, там ребята развлекались, это рок, все хорошо. Вот что если представить, что все остальное, что они написали, это не рок, а академическая музыка? Будет ли работать эта гипотеза? И я стала что-то в ней ковыряться, копаться, и обнаружила, что даже на протяжении всех, если собрать все песни Radiohead и посмотреть, что происходит в них, то в них есть даже свой символизм, свой набор каких-то приемов, что-то такое вот очень свое, настолько, что однажды я захулиганила, я читала про них лекцию, и всю лекцию подводила к финальному выводу, и в финале я говорю ребятам: и таким образом у нас получается, что Radiohead — это жанр. И все такие: вау! Я говорю: да, звучит эпатажно, но и эта гипотеза тоже работает. Короче, не дают они мне покоя, поэтому я считаю, что они всем должны срочно перестать давать покоя. Это что-то очень, очень невероятное. Если укоротить, то они слишком особенные для вообще какого-либо жанра? То есть они делают слишком необычно, так как никто? Они делают необычно так, как никто, но при этом выглядят как бэнд. Ребят, которые играют на гитаре, имеют фронтмена, и визуально выглядят как просто рок-музыканты. Ага. Академическая музыка с гитарами? Да. Или академическая музыка под камуфляжем рок-группы? Блин, хорошо сформулировано. Да, абсолютно так. Я думаю так. Спасибо за мое новое мнение. В вашей школе бронзовые таблички лучших учеников висят. Да. Но твои там не висит. Не висит абсолютно. Там была история, что
Мне должны были дать какую-то премию лучшей ученицы, маму об этом предупреждали. В 9 класс. 9 класс. А ты Да. училась, и это уже ты прям играл на фортепиано, разъезды, за граница, все вот это было? Ну, все вот это вот было, городские конкурсы, всякие другие конкурсы. Ну да, то есть это Спорт как спорт. такой. Да, это такой детский спорт. Ты просто играешь в сложную программу и репетируешь ее, ну, по сути, действительно спорт, да. Так. Ну и как-то все очень хорошо шло, я всегда хорошо училась, все хорошо ездила, какие-то там наградки были. Вот. И там, в общем, нам дали уже понять, что вот ту награду, которую давали в конце школы, как бы лучшая ученица, Это какое? или лучший ученик. Там давали, вот там бронзовую табличку вешали и давали денежную премию. Ага. Что-то около, по-моему, 40 тысяч рублей. Ну вот как по тем деньгам. Это 2011? Типа 14-й? Да. Нет, 13-14, кажется так. Да, вот Ага. что-то такое. И они как-то так вот сказали, что вот да, вы знаете, там вот премия есть городская, и вот вы знаете правила, да, что вот она дается там лучшему ученику, но вот мы вам ее дадим, но не всю. Как вы понимаете, школе надо благодарность школе. Вот. И так моя мама такая, какая-то пахнет коррупционной схемой. Нет. И они зажучили ее, и мне ее не дали. Как бы так обиделись. И табличку не дали? Не-а. А она бы тебе помогала там в Да поступлении? нет, конечно, Ну, не-не-не. просто тебя бы увековечивали, Да, ну слушай, я такой, да, это звучит... увековечивали бы в самой школе, что ты была в этом выпуске лучшей ученицей. Ну да, это, слушай, ну вот это одна из тех вещей, которые вообще ничему никак нигде не помогают, но когда ты маленький, и когда ты в спорте, и Ага. когда вот какие-то вот награды еще чего-то, ты как бы такой чувствуешь себя ответственным за то, каков ты. И там вот начинается... в общем, это важно для тебя, как для такого начинающего человека. Это скорее важная одобрения. галочка, да, знак одобрения. То есть нет, конечно, никакого практического смысла в этом, как и в любом... Нет. Смотри, а то есть они часть этих еще раз, 40 тысяч рублей. Я понимаю, что это не 40 тысяч рублей сейчас, то есть тогда это было больше, вот, там раза в два с половиной. Но тем не менее это не фантастические деньги. Это там ежемесячная зарплата в Петербурге тогда. Да, наверное. И даже ее хотели зажопить? Ну, зажопили же. А. Ну, как-то, да, хотели, конечно. Ну, это превратности. Я вот много с кем разговаривала. Есть очень много проблем в академической среде, особенно учебной, особенно связанной с поступлениями, выпусками, всем остальным. Это прям такая очень мафиозная структура, если так можно громко сказать. Знаешь, мафиозная структура, но не в плане там пыф-пыф-пыф, а в плане, что все свои, какое-то кумовство, есть определенный набор ритуалов и телодвижений, которые ты должен проделать по отношению к вот тому педагогу, какие-то и вот эти вот подковерные игры. То есть там этого всего очень много, и это такая большая и спрятанная проблема, которой вообще не видно. Все снаружи кажется абсолютно чинно, все здорово, все занимаются искусством, играют Чайковского. Вот. Это не совсем так. Но это же и не значит, что там все такие. Это вот не все. Как ты отреагировала? Тебе мама объяснила, почему не будет награды? Нет. Постфактум она тебе спустя годы это сказала? Нет. Она мне тогда сказала, но, по-моему, мы потом об этом разговаривали, не сразу. Нет, для меня это просто было какой-то абсолютной неожиданностью и каким-то шоком. И я сидела и весь вечер слушала на повторе песню «Just» группы Radiohead. Вот так вот. И она мне очень... Ну, она достаточно агрессивная внутри себя, такая песня. Она... И она так выстроена, как будто у нее такой бесконечный звукоряд. Он поднимается, зацикливается, еще поднимается. И вот этот вот риф. Я его слушала, и, по-моему, я ни о чем не думала. Я просто закрылась в комнате, сидела, переживала это. По-моему, я не плакала, я просто была ошарашена. Но ты понимала, что это тебе не дали не из-за того, что с тобой что-то не так, а из-за того, что мама пошла на принцип? По-моему, да. Честно говоря, да. Я не испытала чувства, что со мной что-то не так. Не помню этого, нет. А спустя годы как ты к решению мамы относишься? Положительно. Вообще это круто, что она пошла на принцип. Конечно. Нет, конечно, положительно. Ну и спустя годы я вообще уже так
вспоминаю какие-то вещи, которые были для меня важны тогда, там в системе, когда я была в образовании, и такая, ой, господи, можно было бы расслабиться, столько там всяких штучек-дрючек, символов, каких-то наград, всего такого. Эх, даже сочувствую себе, когда вспоминаю, как там трясешься перед тем, как тебе результаты скажут, знаешь, там еще что-то. Я такая, ой, хорошо, что это было и прошло, и сейчас никто не может дать мне или не дать никаких премий. Я такая, о да, хорошо быть взрослым. Ты вчера вспомнила клип Just группы Radiohead. В клипе на Just Radiohead есть загадка. Нет? Ну-ка. Ты Ну-ка. помнишь клип? Помню, там все лежат в конце. Все лежат, но так как главная идея клипа в том, что они пытаются выяснить у того, кто первым лег, что именно он произнес, после чего они легли. Точно. И там видно движение губ, но, по-моему, он говорит билиберду. Да, непонятно, что он говорит. И, как я понимаю, не будучи ни фанатом, ни специалистом по Radiohead, это одна из главных загадок в истории, немножко старомодное слово, клипмейкерства. У тебя есть версия, что он сказал? Вау! Нет, ни малейшей. Но я почему-то легко себе могу представить эту ситуацию. Я не знаю. Может быть, он сказал им, что кто-то нажал красную ядерную кнопку, и всем осталось минут 8 подлетного времени или что-нибудь такое. И лучше провести их расслабленно даже на улице? Я вижу эту ситуацию метафоричной. То есть они лежат обессиленно. Они просто... Я не уверена, что они все красиво сложились туда и приняли такое логическое решение. Они как бы не нашли в себе силы дальше встать и что-то делать. Поэтому они все вот как были, так и легли. Вот. Наверное, какая-то новость их пришибла. Не знаю, либо он рассказал им какую-то истину, которая разрушила все надежды. Давай попросим фанатов Radiohead, которые будут смотреть этот выпуск, их версию написать в комментарии к этому видео. Давай. Мне очень интересно, поскольку там полная свобода для выражения мыслей и предположений, в комментариях можно будет это сделать. Благодарю. Ференц Лист, он отец второй жены Вагнера. С ним на гастроли ездил человек в качестве настройщика Эдуард Штейнграбер, который, в общем, настраивал пианино Листу, который их уничтожал в процессе гастролей. Это обычная вещь, да? Они выходят из строя. Ну, в принципе, да. И вот он потом основал фирму, которая производила рояли пианино, и с 1852 года она работает до сих пор. Мы оказались здесь в том числе потому, что это единственное доступное нам в этом городе. Это фортепиано? Фортепиано. Ференц Лист. Он написал всякие штуки, которые ты точно в сериалах слышал, и в каких-нибудь киношках. Например? Вот там такая штука была. Сейчас. Я точно такое слышал. Вот, и она потом должна быть быстрее и быстрее. Вот там я уже точно не сыграю. Там потом вот это... Это он просто был венгр. Это не русская народная, нет? Нет, вообще нет. Это венгерская. А. Ну, то есть как? Это его авторская музыка, просто он был венгром и написал такие венгерские рапсодии. У него есть такое произведение, оно меня тоже поразило, к разговорам о смерти. Оно называется «Прелюды», по крайней мере, в русском переводе. И он там написал в начале на целую страницу такой манифест о том, что жизнь — это прелюдия к смерти. И там его читаешь, ты такой, господи, такой преисполняешься каким-то трагизмом, что ты такой вот в ожидании смерти этого момента. И потом там начинает играть что-то абсолютно безбожно радостное. Что-то вот такое сейчас. Вот, и ты такой, вау. А что еще должно играть? Ну, зафиксировать, что вот этот период до смерти надо провести вот так, на подъеме, да, на видимо, мажоре. Вот так.
Да, и это прям такая голливудская заставка, как из кино. Ну, в общем, такая довольно поражающее воображение. У него еще всякие сложные штучки были. У него самое известное вот это вот. И там нужно перебирать все время по одной ноте, там ми такие. В общем, сложно, но очень она тоже красивая. Так что лист во. Ты же понимаешь, мое погружение в музыку классическую, оно нулевое. У меня никогда в семье никого не было, кто интересовался. А я правильно понимаю, что вот это так выглядят пальцы пианистки? Ну, Такие, обычно. Обычные, нет? Обычно. А мне кажется, они у тебя прям такие длинные и тоненькие, нет? Нет, не знаю. Там точно не работает, как с баскетболистами. Что они должны быть высокими, а пальцы... Да ладно, пальцы не имеют значения? Не имеют. Там был один, например, парень, Скрябин, в начале 20 века жил, и он писал вот такие вот забубительные аккорды. Композитор, мужчина, автор. И он прям, ну не знаю, я не помню его аккорды, но, в общем, там он такой, по рахманиновских там. И вот и есть одна запись, где он сам себя играет. Там все пианисты всех веков мучаются, как сыграть вместе весь этот аккорд. А он его играет вот так. Потому что у него ручки были маленькие, и он свои самые аккорды большие играл, арпеджиато. Вот. А там корень арп, как арфа. То есть как на арфе. Вот это считается как на арфе. Вот. Поэтому арпеджиато. Короче, с маленькими ручками тоже можно жить. А там маленькие или толстые у него были? Я не знаю, но они какие-то, которые не дотягивали от нижнего до верхнего звука. По-моему, большие ручки были только у Шопена и Рахманинова, такие настоящие громадные ручки. Да? Да. Ну, знаешь, как у вратарей футбольных бывает, у них ладонь может быть размера со сковороду. Нет, не знаю. Вот, а у этих, вот это... Да, я думаю, что у них там тоже со сковороду. Я увидел цену этого пианино. Ну да. Мне поплохело. Немного дорого, да? Сколько там? 90 тысяч 550 евро. Можно я не буду его касаться, ладно? Это 90 тысяч, это сколько, 3 Теслы? Или 2? Сколько это? И у них есть лизинг. От 1000 евро в месяц. Это очень даже вот для лизинга неплохая сумма, потому что как-то раз у меня была лекция в Праге, на которой нам перед лекцией предложили арендовать на вечер рояль за 1000 евро. Мы тогда с моим организатором плакали слезой, такие, типа, ничего себе, рояль зарабатывает больше, чем мы. Но мы, конечно, такие, типа, нет, спасибо, мы синтезатор притащили, как бы, не надо нам вашего рояля, вот на один вечер за 1000. Так что это очень прилично, очень-очень хорошо. Ну, в смысле, по-божески. По-божески, конечно. В чем феномен Тейлор Свифт? Блин, не знаю. Ты знаешь, я давала комментарий по поводу Тейлор Свифт какому-то каналу хорошему, не помню какому. Если кто-то пропустил, невероятно гастролирующая певица, аккумулирует огромное количество прибыли концертами, есть много текстов, материалов про то, как изменяется экономика городов, когда она приезжает, просто за выходные города зарабатывают десятки миллионов евро из-за обилия туристов, самые большие арены в США, в Европе, везде. Но для большого количества людей, даже тех, которые готовы потреблять поп-музыку и в целом ее любят, это какая-то непонятая загадка. В этом Особенно вопрос. для людей постсоветского пространства. Возможно, да. Да, я прям видела и мемы про это в ТикТоке, что-то типа, господи, я не знаю песен самой популярной певицы в мире. Там не знаю, кто она, что это такое. Я покопалась, посмотрела песни. Ну, сделаны, конечно, хорошо. Я бы сказала, довольно стандартно. В этом нет ничего плохого. Сделать хорошо и стандартно — это это надо постараться. Там все так, вот, ну, не знаю, ты в куплете варишься, при хорусе ждешь припева, уже ожидаешь его, хочешь его услышать. В припеве слышишь и радуешься, он как-то выплескивает твое напряжение, но и все. Я помню, что я тоже такая говорю, вы знаете, если хотите, я могу вам порассказывать про несколько песен, просто какие-то детали, которые я в них услышала, но там не будет ни одной, которая бы что-либо объяснила, потому что ровно такие детали мы могли бы найти в музыке относительно любого поп-исполнителя.
Я думаю, что здесь есть история, связанная с ее вот личностью, вот туда вот. Там, она же пашет во время концерта, переодевается 15 раз, там, выступает по 2 часа. Она пример девочки, которая пела кантри, это была ее мечта, и ее булили в школе, и она смогла. То есть она живой пример вот этой мечты сценической. Но я про это вообще ничего не понимаю. Я просто смотрю и радуюсь. Здесь нам нужен какой-нибудь, а я даже не знаю кто, социолог, антрополог, ну вот что-нибудь такое. Здесь есть еще такая штука, которую меня часто спрашивают в связи с искусственным интеллектом и тому, будут ли композиторы вообще. Раз теперь искусственный интеллект может все написать. Будут вон голограммы какие-нибудь на сцену транслироваться, и AI там что-нибудь набросало классное, и вот все. Но так не работает, потому что есть устойчивое ощущение, что людям нужен пример для не подражания, но как будто бы ощущение, что ты можешь так же, и что он классный, и, соответственно, все хорошо. Вот прям какое-то антропологическое ощущение не кумира, а просто классного человека. И людям важно, черт возьми, что чувствовал автор, когда это писал. Людям важно, что это его музыка. Здесь есть какая-то эволюционная штука, мне кажется, у нас, человеков, с тем, что есть какая-то другая хорошая особь. Хочется понять, как она такая хорошая живет. Ну, или кажется, что она хорошая. Или кажется, что она хорошая, интересная. Ну, просто иногда же это образ, не в Да. случае с Тейлор Свифт, я не знаю. Кстати, может быть, в этом дело. Может быть, дело в том, что она действительно источает абсолютную искренность, и она такая, какая она есть, как бы это банально ни звучало. Люди, как мне кажется, к такому тянутся охотно. Что ты думаешь про AI в композиторстве? Много чего про это думаю. Ну, вот, допустим, какие-то кейсы. Вот, допустим, когда ты видишь, что AI создает фейковый трек Дрейка и Уикенда, и как ты к этому относишься? И как относиться к этому тем, кто хоть чуть-чуть думает о будущем? Здесь есть такая штука. Когда я пыталась проанализировать способ, которым искусственный интеллект сочиняет музыку, я обнаружила такую штуку, которая меня глубоко поразила. На данном этапе, по крайней мере, искусственный интеллект думает, что степень эмоциональности в музыке, которую он хочет поддать, как дровишек в печь закинуть, чтобы она пожарче была, на припеве, например, связана с количеством музыкальных событий. То есть если она хочет, чтобы в этом месте, где слова какие-то важные, где требуется уже такой разнос полный устроить, она туда начинает пихать музыкальные события. Диапазон шире, ритм мельче, более интересный, синкопированный, аккорды другие, какие-нибудь поворот в минор. И это очень упрощенное понимание того, как человек слышит эмоцию в музыке. Понимаешь, есть какие-то, например, ужастики, в которых там у Хичкока скрипки наверху такие трын, 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 трын. И вот как раз ужас в том, что больше ничего не происходит. Ты такой, господи, какой кошмар, что-нибудь произойди. Там, или есть очень интересный прием в академической музыке, который называется тихая кульминация. Это когда в тот момент, когда в симфонии композитор ломает четвертую стену, должен сказать «эгэгэй», там вдруг он все к этому подводит, и кульминация звучит супер тихо. В кино такое используется на самые романтические моменты, знаешь, когда вместо фонтана чувств там скрипочки едва-едва там тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, и ты обливаешься слезами, потому что ничего не происходит. Ты такой, вот бы произошло. И вот это то, что пока AI не умеет. Но я 3 месяца назад только изучала этот вопрос. Я не понимаю, как она сможет этому научиться, потому что чтобы это понять, нужно иметь тело и понимать человеческие реакции, потому что композитор, когда пишет музыку, он вынужден прислушиваться к малейшим сигналам своего тела и понимать, на что оно реагирует, чтобы выбрать из них самые работающие и вставить в свою музыку. А все, что касается всяких Дрейков, всего остального, каверов, мелодий, смены голосов, я это нахожу огромным фаном, супер приколом, очень весело, но как бы это не является, наверное, предметом моего большого интереса. Угрозы композиторам я не чувствую, все будет хорошо. Какие-то профессии отсохнут, какие-то новые появятся. Это я так, просто спрашивали уже про это когда-то, люди, их волнует, что композиторы отвянут. Нет, все будет хорошо. Слушай, а я все хочу назвать пианино. Это же огромная ошибка, да?
Да не такая уж это прям огромная ошибка. Фортепиано — это общее название всех инструментов подобного толка. Так. Рояль — это который лежа, а пианино — тот, который стоя. То есть рояль — это положенная арфа в гробу, а пианино — это стоячая арфа в А гробу. пианино изобретено для малогабаритных помещений? Да. Ну, для да. квартир? Конечно, для удобства. Потому что такое вот удовольствие можно, конечно, поставить, но это займет полквартиры какого-нибудь студента. Ты становилась объектом вот этой вот Сыграй гостям. сцены в детстве, когда приходили гости и говорили: «Анечка, сыграй нам». Да, я нормально к этому относилась. Это было мое умение. И поэтому, если приходят гости, и нужно каждому вложиться в то, чтобы застолье было хорошим, вот кто-то еду принес, кто-то то. Я такая, вот это мое умение, как бы сыграй гостям. То есть это не напряг, это наоборот для тебя как концерт был? Ох, ну нет, это, конечно, в детстве был иногда напряг, потому что ты как ребенок хочешь заниматься своими детенышими делами, как бы играть в какие-то игрушки или еще что-то. Ну, так, чтобы не сильно напряг. Ты такой, ну и ладно, действительно, почему бы не обкатать программу лишний раз? А вот только гости обычно немножко... они такие радовались первым нотам Моцарта, но потом особенно радовались, если ты переставал играть Моцарта и что-нибудь из Меладзе начинал играть. И таким образом я начала подбирать музыку из рекламы, из каких-то песен, потому что они реально очень сильно радовались. А какие рекламы ты учила? Не знаю. Для гостей. Блин, это так круто. Сейчас. А какие у Что нас тогда рекламы было? были в Частота, Нью-Йорке? частота. Ну там не было музыки. Там не было музыки. А вот первая реклама, которая мне в голову приходит, я понимаю, что эта реклама недавняя. Это Максим Галкин и распродажа на Алиэкспресс на... Ну, это группа Озон, на самом деле, а не Конечно, а не шикарная реклама. Он Да. там в таких образах просто вау. Ну и песня невероятная. Изначальная. Знаешь, какая реклама? Вот ее точно знают питерцы, Да. петербуржцы, потому что Сенная площадь, и там всегда звучит такое сейчас. Сейчас. 8 800 555 3535. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Ломбард! Или что это? Нет, это быстрые займы. Ну то же самое. Что-то около того. Магазин по скупке ненужного золота. А так да. ломбарды теперь называют. Ничего себе. Да. Ничего, мы скоро рекламировать их будем, так что вот. Все, это наше будущее. Хорошо, что ты смотришь на него с оптимизмом. Конечно. Это лучше, чем рекламировать, поправки в Конституцию. Как ты относишься к сэмплированию? Замечательно отношусь. Круто придумали ребята, когда придумали первый рэп. Это абсолютно ломает все правила игры, это мне очень симпатично. Ну, то есть, как вообще жить в мире, где есть авторские права на музыку, но где ты можешь вырезать из нее кусок, засэмплировать, как старый джаз, да, в первом рэпе, на нее начитать свое и сказать, это теперь мое. Мне кажется, что такой слом правил игры, он супер крутанский. Насколько правильно считать, что вся музыка уже написана, и все, что сочиняется сейчас, это тасовка того, что уже было? Пожалуй, что правильно. Но в этом нет ничего плохого. Комбинаций звуков, которые можно составить, есть еще бесчисленное множество. Но я думаю, что ты имеешь в виду не это. Не в плане, можем ли мы составить новую мелодию. Конечно, можем, да, 88 клавиш бери, составляй. А в том, какие есть принципиально, там, можно ли сделать принципиально новый жанр, новую форму, новую идею, новое звучание, которое отличалось бы от всего, что было прежде, чтобы это было настолько ново, каким новым был 20 век по отношению к 19-му. Например, да. Я вот так этот вопрос читала, потому что меня он занимает страшно. Может быть, я вчитала тот смысл, который мне в него как-то интересен. У меня два. И такой, конечно же. А второй — это, можно ли написать внутри какого-то жанра музыку, которую ты понимаешь, что я я точно не повторяюсь. Я понимаю, что это узкий пример, но, грубо говоря, я слушаю новый альбом Green Day и понимаю, или любой панк-группы, даже большой, даже стадионный, да. И я думаю, нет ощущения, что вот именно такого набора звуков я никогда раньше не слышал. Это проблема жанра или проблема любого жанра? Женюаль. Придется разорвать на несколько вопросов. Да. По поводу того, есть ли вообще интенция и надобность новизны в современной музыке, в отличие от музыки всех других эпох.
Вся музыка современная, европейская, академическая и любая другая, она появилась из такого большого взрыва музыкального в VII веке нашей эры. Было одно событие, которое породило череду других, такое с виду не очень заметное, когда Папа Римский Григорий I собрал песнопения по Италии и сказал: «Теперь пойте эти псалмы только так». И назвал это антифонарий. Вроде ничего особенного, ну, обычные церковные штучки. Как бы, а давайте все делать одинаково, да, например. Нормально. Но люди такие: хорошо, стали так петь. И буквально скоро, через век, например, выяснилось, что петь одно и то же, одно и то же, одно и то же почему-то человек не хочет, не захотел. И люди стали выковыриваться из этого запрета и пытаться разнообразить то, что они поют, не нарушая правила. И вот это, чувствуешь, это вот само чувство, вот я правила не нарушу, какие угодно, правила жанра, например, это будет все равно песня, но правила, не знаю, бенда, мы тут пацаны с гитарами, но, или правила симфонии. И вот это был первый раз, когда люди почувствовали и захотели разорвать эти правила, но нарушив их легально. И дальше то, что философ современной музыки, мой, какой большой авторитет для меня, Владимир Мартынов, он называет весь процесс от того момента до середины 20 века, где смерть автора, смерть Бога, смерть всего, процессом от утери достоверности спасения до достоверности приобретения свободы. То есть как будто, если простым языком, что в каждую новую эпоху композиторы, а тогда они еще себя так не мыслили в VII веке, но по сути ими уже были, пытались вырваться из каких-то правил и дать себе, знаешь, выторговать себе еще немного свободы. В этом даже есть что-то такое политическое, наверное, да, такая воля к свободе, воля к тому, чтобы подразрушить правила, к тому, чтобы привнести свое личное, к тому, чтобы выразить именно так, как хочется. В 20 веке этот каток с вырыванием этой свободы покатился, как в мультике «Ну, погоди» катится такой каток для укладки асфальта по горе, и он сначала медленно начинает, потом начинает. И вот к началу 20 века там уже Вагнер, наш любимый, столько этот каток подогнал, да, тем, что он эту атональную последовательность написал. Он такой: хочу вырваться из тональной гармонии, ну, условно. И все такие: о, так надо еще больше свободы. И там уже все такие: а давайте освободим музыку от аккордов, давайте освободим ее от мелодий, давайте, говорит Шонберг, додекафонию придумаем. Будет 12 нот, это будет серия, а не мелодия. Ни одна нота не будет повторяться, это будет нотная демократия. А давайте освободим ее от всего. А потом приходит Кейдж, который не Николас, а Джон, и говорит: а давайте освободим музыку от музыки. Пишет 4:33, а это произведение, в котором 4 минуты 33 секунды пианист не играет. И там, от всего освободили. И туда же идут у нас товарищи рэперы, которые: а давайте не будем подложку писать, давайте ее сделаем из сэмпла. Уже много добра написано, почему нет? И в итоге это все укатилось в то, что я называю метамодерн, ну, нынешнюю музыкальную эпоху, а кто-то считает, что метамодерн — это подвид постмодерна, что мы все еще в нем. Да неважно. В какое-то нынешнее состояние музыки, в котором вот от новизны все начали уставать в 70-е годы, в 90-е годы захотели тишины, покоя, возвращения к мантрическому в чем-то. А в 10-е годы появились музыкальные программы, в которые каждый может сам написать музыку, и скорее вот это вот возможность новизны, я вообще ставлю ее под сомнение, потому что уж так постарались, уж так этот каток гнался, куда-то он явно скатился в середине 20 века. Все, как бы, что там еще искать? И как будто потребность возникла в другом у человечества в целом, в том, чтобы выражать себя через музыку, в том, чтобы, может быть, проще к ней относиться, в том, чтобы делать ее частью субкультуры, в том, чтобы она была фоном
Скажи человеку там, в каком-то 1906 году, типа, у нас тут это, вставил и пошел, да, наушники. Ну, нет, как бы в том, чтобы как-то проще быть, какой-то свой AI тоже теперь будет писать музыку, мы освободили музыку от автора, ну, по сути, чувствуешь? Все уже. И я бы сказала, что в этом просто нету сейчас какой-то искры, надобности. Да, это есть такие, знаешь, привычные, как можно сказать, потуги, не будет это грубо как-то, как будто я осуждаю, но как будто бы есть такой, хочется нового, всегда было новое. Но мне кажется, пора привыкнуть к тому, что мы сейчас в другой эпохе, и новость состоит в том, что нового может и не быть. И надо как-то с этой мыслью тоже уживаться. Тебя расстраивает, что новость в том, что нового может и не быть? Нет. Мне вообще окей в современной эпохе, в том смысле, что мне нравится музыка из ТикТока, и я могу слушать музыку какую-нибудь 13 века, могу 20-го. И то есть, и авангард есть, и поп-музыка есть. Я как бы в огромном супермаркете, в котором все это, по сути, бесплатно. Ты ходишь такой, типа, берешь с полки, что тебе нравится, мне нормально. То есть и меня не беспокоит, что там чего-то нет такого, чего там могло бы быть. Мне достаточно того, что там есть. Как ТикТок поменял музыку? Поменял. Он поменял ее форму. Сейчас, секунду, соберу все истории в голове, чтобы быть сжатой. Здесь много историй. Здесь есть в связи с ТикТоком одна история, которая меня поразила на каком-то монументальном уровне. Прямо краеугольная история в моих взаимоотношениях с музыкальной формой современной. Значит, до войны, когда в России были Warner Music Russia, у меня было там свое маленькое шоу. Я была там ведущей. И ко мне приходили разные ребята, которые на лейбле выпускали свою музыку, Warner Music Russia. И мы с ними разговаривали про их музыку. И одними из таких ребят были братья Гаязовы, которые написали песню «Малиновая лада». И не только ее. И не только ее. Да. Совершенно верно. «Заберите меня на Бали» еще. Именно, Deep House. И вот как раз мы говорили про песню Deep House с ними. И я на берегу спросила у ребят такую штуку. Там просто в этой песне там очень много кубиков, блоков, которые мне непонятно, как называть. Когда у тебя есть два раздела, из которых один менее эмоциональный, а второй более, есть большой соблазн сказать, это куплет и припев. Если таких штук много, то ты такой, это куплет один, припев один, припев два. Не, такое может быть. Но я решила узнать у них, что это такое и почему. И они мне сказали, мы никак это не называем, но мы стараемся писать песню так, чтобы в ней было много разных разделов, чтобы потом каждый из них залить в ТикТок и посмотреть, какой выстрелит. Условно, я не помню, было ли это произнесено или нет, но условно, вот какой выстрелит, такой типа и припев. А почему нет? Так увеличиваются шансы на то, что песня станет популярной. То есть они это делают до того, как трек доделан? Да. То есть продумывают эту историю, что в нем есть много разделов маленьких. Ага. И это абсолютно повернуло мое сознание. Я такая, о боже, какое классное прикладное отношение к форме. Как бы какое в чем-то циничное, да, прямо круто. Где здесь творчество? Хочется спросить. Нормальное творчество. И с тех пор я стала замечать, что ТикТок поменял форму песни. И если у тебя на протяжении песни будет несколько штук, которые будут по 15 секунд и которые могут чисто теоретически выстрелить, то ты пишешь именно их. Это обалдеть. То есть, возможно, это новая форма, которую я пока не знаю никаких названий и все остальное, она вытеснит куплетно-припевную. Также гораздо удобнее, и исполнители, очевидно, теперь очень много думают про ТикТок, когда выпускают песню. Они уже даже продумывают, какой танец они поместят в клип, чтобы люди танцевали его под эту песню. Так что это колоссальное влияние. Это круто. Мы обсуждали новый альбом «Монеточки», и в том числе ее главный хит этого альбома — это было в России. Как тебе?
Вообще восторг. Там спорно, что это именно главный хит, потому что там все-таки есть песня «У мамы есть секрет», которая уже стала хитом. Ну, который уже с клипом и Но со всем я остальным. поняла, что ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду ту песню, под которую все снимают тиктоки, и которая вот сейчас в интернете все под нее плачут. Она стала такой самой, мне кажется, эмоциональным центром таким всего альбома. Нет, вообще замечательный альбом. Я тоже поплакала несколько раз. Тоже его уже весь поразбирала. Да, мне больше всего нравится песня «Это было в России». Я еще не пробовала играть на рояле ее, и хочу попробовать. Подожди. Ты говорил, что там есть секретик. Подожди. И дальше проигрыш какой-то. Да. Красиво. Есть. Ты говорила, что у мамы есть секрет в этой песне. Вот это ты завернул, конечно, вот это каламбур. Да, абсолютно так. Причем я на 100% тысяч уверена, что это чисто вот у меня в голове вот здесь вот происходит, что это какие-то такие мудрственные аналогии. Но при этом эта аналогия греет мне сердце очень сильно. Там начало такое, что играет клавесин, и он играет еще до вступления Лизы в такой примерно фактуре. Сейчас. Я такая слушаю, и такая думаю, господи, что мне это напоминает. И у меня это какая-то... Причем у меня не головное возникло воспоминание, а я вспомнила, что я чувствовала такое же количество подступающих слез от этой последовательности, но от другой музыки. Ага. И я в какой-то момент поняла, это похоже... Это что, если что, не воровство и ничего такого. Это просто похоже на музыку из «Интерстеллара», от которой все плачут. Сейчас вот она. Когда он в самых трудных сценах, когда он бежит, например, в том числе от дочери. Да, в тех самых. Я вот уже готова. И потом все это вот еще растет, громче становится и так далее. Там прям те же самые аккорды. Это нормально. В мире не бог весь сколько аккордовых последовательностей. Автор Циммер. А знаешь, что он еще написал? Гимн футбольного клуба «Краснодар». Вот дела. Угу. Привлекли на работу, да. Подожди, серьезно? Да. Циммер написал гимн свой. Я тебе потом расскажу. Это частный клуб, очень классный, очень хороший, к сожалению, не ставший чемпионом. Они привлекли Циммера для того, чтобы написать гимн Краснодара. Люди со вкусом. Круто. Да. Погоди. Но там есть и такая штука. Там первый аккорд такой. Не скажу, кто я. И после второго аккорда мы такие, ну что? Ах, третий тоника. А четвертый такой, я снова не тоника. И из-за того, что тоника не на первом аккорде, эта последовательность отлично зацикливается. То есть ты чувствуешь, что ее как бы хочешь слушать еще и еще. Да. И каждый раз напряжение чуть больше. Ты как бы чуть больше ее слышишь. И на кульминации, конечно, это очень вызывает эмоцию большую. И я в какой-то момент жизни, в 22-м году, обнаружила, что эта тема у Циммера, он ее, так сказать, взял, почерпнул вдохновение у Филиппа Гласса, у которого она звучит так. Очень похоже, да. А он очень сильно вдохновился Бахом. И вот я такая, у меня, знаешь, слушаю песню, у меня вдруг в голове такой пых-пых-пых-пых-пых, то есть это вот цепочка. Ага. И я такая, господи, как красиво, что Елизавета и Виктор дали свою последовательность именно клавесину, потому что там получается до Баха, и они такие, и обратно. И как бы, и вот ее играет клавесин. Закольцевали. Да, я такая, господи, то, что нужно, как хорошо, 100% об этом не думали. А я подумала. Приятно. Твоя версия, что это подсознательно. Конечно. Да, о том, что просто этим аккордом очень идет клавесин. А в принципе они про такую тоску
и про прошлое тоже. То есть получается, что словам идет музыка. И вот то, что я говорила по поводу того, что хорошая музыка, она всеми слоями работает на одну задачу. Вот как бы этим словам очень идут эти аккорды, а им идет клавесин, и чувствуешь, и вместе получается, ну как бы вот. Цельный продукт. Да. Лиза, Витя. Я предложил тебе перед нашей встречей сделать топ-10 русскоязычных треков 21 века, по твоему мнению. Ты предложила чуть-чуть переиграть эту идею. В какой формат? Я сказала, что мне задача выбрать лучшие 10 треков кажется невозможной, потому что я не знаю все треки, и потому что там могут быть совершенно разные критерии оценки. Я предложила сделать 10 треков, которые я бы показала инопланетянам, которые меня спросили, как развивалась музыка в России в 21 веке. Супер, это гораздо лучше. Причем, ну, может быть, даже не только в России, а русскоязычная музыка, да, ну, это ладно. В любом случае, без некоторого огрубления и допущения, ну, нельзя быстро что-нибудь такое назвать, а надо было быстро. 1. «Нас не догонят», 2001 год. Так. Аранжировка дико событийная, в ней все происходит. Тембр какой-то такой, отличающийся от 90-х, что тоже сносит крышу, не знаю ему название. И вот этот безумный, надрывный верхний регистр, в котором поют девчонки, особенно Юля Волкова, из-за чего у нее потом были проблемы с голосом. Слова, все, не знаю, что-то я ее не анализировала никогда прям серьезно, но я чувствую, что там есть чего покопать. До сих пор, кстати, в Европе в английской версии этой песни ее регулярно можно услышать на радио, в плейлистах в спортзале, много где еще. Ты на нее, она настигает тебя в Европе. Это круто, и людей не обманешь. Да, это здорово. То есть если что-то популярное и долго популярное, значит, там есть что-то очень крутое. Я тоже наизусть знаю и русские, и английские слова обеих версий, и вообще тату супер. Так, дальше. Ты знаешь, мне хотелось репрезентовать для товарищей инопланетян разные стороны российской жизни, которые я наблюдала, в том числе в нулевые. Хотелось взять что-нибудь подгитарное, такое пьяное немножко, но при этом нежное и классно сделанное с точки зрения музыки. Выбираю группу «Пятница», они украинцы. Я говорил русскоязычную музыку, поэтому у нас нет фиксирования на Прекрасно, потому что России. У них есть «Нева, Нева, Нева, не важно». Нева, 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 не важно. С первого альбома? Да. Вот это 2003 год, в 21 век укладывается. Идеально. Какие-то преджазованные аккорды, которые стали прям почти каким-то отдельным стилем в музыке. Да, вот такое вот что-то. Вот обязательно с этой трубой, которая изображается губами. Пу-пу-пу-пу-пу. Такая расслабленная. То ли это поп, то ли чувствуешь, так расслабленно поется, как будто это что-то вот джазовое. Кто-то называет это фанк, по-моему. Ну, в общем, потрясающий концентрат сделано Ты знаешь, я выбирала не только песни, которые мне лично нравятся, но товарищам инопланетянам я бы включила «Черный бумер», в том числе потому, что он сделан тоже вот так. С точки зрения гармонии там 4 аккорда, из которых первый и четвертый одинаковые. И оно вот так вот по кругу кольцуется, вот так вот очень просто. И при этом тоже это вроде как рэп, но настолько вот этой вот гармонии блатной. Я бы обязательно объяснила товарищам инопланетянам по поводу сложного пути блатных интонаций и важности их для российской музыки. Потому что в целом российский поп нулевых — это, если его прям вот на генезис разорвать, то это блатные интонации, которые сформировались из цыганских, из позднего городского романса и из тюремных сибирских каторжных песен. И все эти, и еще там есть немного клезмера. Вместе подозреваю, что вот цыганские песни «Клезмер» и «Сибирская каторжная» встретились в тюрьмах. И получился рэп нулевых? И не только. Получилось все, в том числе рэп нулевых. То есть получилось очень многое. Там это на все повлияло, и на музыку 70-х даже, то есть то еще в Советском Союзе, на военные песни или на песни о войне, которые были написаны после войны. Там везде это влияние чувствуется, и в этом как будто, ну, для меня есть такой нерв истории. Я бы такая, вот смотрите, как бы это важная тема для того, чтобы понять, что происходит, и не только хихи-ха-ха.
Ты знаешь, я бы взяла... Мне очень нужна была здесь песня «Меладзе» или «Виагры». Я выбрала «Притяжения больше нет». Это первые поп-песни с безумно богатой гармонией и сложными приемами. Я вот не знаю, написал ее Константин Меладзе или нет, но если да, то я не удивлена. То есть вот такой этап обогащения поп-музыки разнообразными штуками. Ссылку на большую лекцию Анны про Меладзе можно будет посмотреть по ссылке в описании. Самая просматриваемая лекция Анны Веленской. Да. Именно про Меладзе, а не про Джонни Гринвуда или какого-нибудь Моцарта. Но это ничего. Но в пятом я бы взяла отчасти социологически, отчасти музыковедчески «Moscow Never Sleeps». Хук, аккорды сверхмодные, просто вот звучание. Ну, в общем, она какая-то очень особенная, и ту эпоху представляет, как мне кажется, довольно полно. Мне кажется, это гимн просто того десятилетия. Ты знаешь, да. Сытых нулевых. А я слушаю ее иногда в свободное время. Раз в 3 месяца на меня что-то нападает, я иду по улице, я такая «Moscow Never Sleeps». Я даже поплакать могу. Подозреваешь, что на тебя нападает ностальгия? Возможно, да. Как-то хочется соединиться с той частью меня. Земфира «Мы разбиваемся». Сложная, фортепианная, выразительная, разнообразная. Ой, мега выразительная и крутая. Мне нужно было несколько рэп-треков, чтобы точно репрезентовать. И это оказалось безумно сложно. Я просто не поняла, что делать. Ужасно растерялась. Думала, Фейс, Моргенштерн, какие-нибудь, не знаю, что-нибудь более андеграундное какое-нибудь. Потом подумала, нет, надо взять Оксимирона, он слишком важен. И то, как он использовал ритмы, это важно для именно российского рэпа, а не какого-либо другого. Такой филологический рэп с бесконечной переменой ритмов. Одна строчка один ритм, вторая другой, как будто бы ритм подчеркивает филологичность происходящего. Я такая, пускай будет «Где нас нет». Я не очень в курсе Оксимирона, я выбрала знаковое, наиболее прослушиваемое, да. Я бы взяла песню «Айгел Татарин». Почему? Во-первых, потому что она отчасти на русском, отчасти на татарском. Это бы для товарищей инопланетян репрезентовало то, что музыка бывает еще и такой. Это была бы приятная часть. Хук, классный рэп, супер, минимализм дикий. Это что такое? Это что за 2 ноты в сопровождении голоса? Там же буквально подложка. И ты впадаешь в какой-то абсолютный транс. Это вот для меня про то, что я говорила, не помню, говорила или нет, про желание мира не нарративности, а трансовости, мантричности, возвращения к народному. Я бы такая, вот, смотрите, вау, послушайте, товарищи инопланетяне. Ну, я ее очень люблю. 9. Я бы взяла Ice Peak «Смерти больше нет», где я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. Да, во-первых, я бы на этом примере объясняла некоторые политические штуки товарищам инопланетянам. Во-вторых, она очень андеграундная, очень необычная, что это за тембр такой, заигрывание с народным, которое они обычно используют, да, вот это вот заговор, когда вот буквально такое проклятие, произнесенное шепотом. Это был бы повод к большому разговору о фольклоре. Вот я бы так ее использовала. И ты знаешь, я поняла такая к 10-му номеру, я такая, что это я выбираю песни, которые я реально люблю? Это же как-то не объективно. Надо выбрать такую, которой я абсолютно дико равнодушна, и которая даже вызывает у меня какие-то сложные чувства, но при этом сделана суперски и что-нибудь еще репрезентует. И я беру песню «Сансара» Баста. 2019 года. Во-первых, там поет очень много исполнителей. Это круто. Это такой какой-то spirituals, что-то гимническое в этом есть. Аккорды супер трогательные. Сказать ничего не могу. Круто сделано. Вообще прекрасно. Я бы даже сказала, что для меня немножко слезовыжимательно она вся сделана. Вот баланс того, что рэп и мягкий припев. И я бы сказала, ну вот примерно так, рэп и мягкий припев, вот целый жанр у нас такой был в России. Вот слушайте, пожалуйста, дорогие, и посмотрите, кто это поет, товарищи инопланетяне. Офигенно. Спасибо, хорошо. Как круто, что мы это сделали.
Что ты считаешь самым гениальным саундтреком в истории музыки и кино? Можно несколько? Один. Но я еще не смотрела всего кино в этом мире. Может быть, мое мнение поменяется. Но один есть. То я считаю абсолютно гениальным, как Кубрик работает с музыкой в фильме «Космическая Одиссея-2001». Он, в принципе, очень круто работает с музыкой, но ту метафору, которую он в этой «Космической Одиссее» использует, она сносит мне бошку. Расскажи о ней. Запросто. Он использует там несколько музык, но в первой части две. Обе написали Штраусы, но разные Штраусы. И я уверена, что это сделано сознательно, специально, и в этом есть такая уловочка. Да. Есть музыка, которую написал Рихард Штраус, который жил в середине 20 века, был директором Имперской музыкальной палаты при Гитлере. Писал Гитлеру. Писал Гитлеру. В общем, вот такой вот был человек с усами. Но там тоже сложная история. Там непонятно, что он так вот это... Ну, неважно. И у него есть музыка. Я всегда шучу, что это тот самый человек, который написал саундтрек к передаче «Что, где, когда». Вот. Обычно все смеются с этого. Не суть. Вот эта музыка. Та-та-та-та-та. У-ти-ту-ти-ту-ти-ту. Это он. Писал Рихард Штраус. Это начало из симфонической поэмы «Так говорил Заратустра». А вторая музыка, которую использует Кубрик, это музыка Иоганна Штрауса. Кстати, не помню, старшего или младшего, потому что это были отец и сын. Оба Иоганны, оба Штраусы, и оба писали исключительно вальсы. Ну, такое было у них семейное предприятие, хобби. И это музыка, которая называется «На прекрасном голубом Дунае». Там-тарарарам, пам-пам, пам-пам. Мемная. Угу. Когда Кубрик показывает музыку Штрауса Рихарда, все, что ты видишь на экране, будет складываться в какую-то единую линию. Там будут несколько предметов, которые вытягиваются или образовывают какую-то пирамидальную композицию. Это «Космическая Одиссея», там черный монолит, я думаю, многие смотрели. И вот там встает, допустим, черный монолит, Солнце и Луна. У них такой парад планет. Звучит этот Штраус. Когда звучит Иоганн Штраус, все, что происходит на экране, круглое и вертится. Там стыкуется космический корабль, круглый, как будто вальсирует. Да. Планеты вальсируют, все вальсирует. И в этот момент нам показывают человека будущего, но не такого человека будущего, ницшеанского, а такого потребителя 2400 года нашей эры. То есть у него все высокотехнологичное, там вот эта вот стюардесса в этих мягких тапочках приносит ему эту еду. И, в общем, мы видим такой вот человек потребляющий. А когда нам включают Штрауса Рихарда, его включают в несколько культовых моментов, в том числе там, где обезьяна берет кость и начинает размазывать скелет какого-то животного, которого она победила и съела. Нам показывают человека эволюционирующего, такого, которое в конце фильма становится космическим дитя. Там же вот есть, и он их как бы противопоставляет друг с другом. Но это еще ничего. Это все классно. Но штука в том, что в музыке Рихарда Штрауса пам-пам-пам-пам-пам, если посмотреть на то, что там имеется в виду без слов, то это история того, как одна нота «до» хочет стать домажорным аккордом, вырасти в нечто большее, пройти эволюционный путь, стать сверхчеловеком, если она человек. И он показывает этот путь, как она пытается стать, этот звукоряд у нее не получается. Она еще раз пытается, у нее опять не... И в конце она становится этим домажорным аккордом, как бы, и мы чувствуем ее качественное такое вот перерождение, вот ницшеанское. И Кубрик это так уместно использует в фильме, как будто то, что он показывает на экране, ровно про то, что происходит в музыке. Это единственный раз, когда я смотрела кино и такая, ну нет, я не верю, что он не знал этого. Это просто невероятная работа с материалом. То есть ты думаешь, что это не произведение автора живет самостоятельно и разрастается в такие мысли в твоей конкретной голове, а что Кубрик все так и задумал? Да,
Думаю, так задумал. Ты знаешь, мы как будто приехали снимать передачу «Партитуры не горят». Знаешь передачу с Артемом Варгавтиком? Не знаешь? Знаешь? Нет, просто это так интеллектуально звучало. Это и выглядит супер интеллектуально. Это такая передача моего детства. Она шла по телеканалу «Культура». И не поверишь, я пересматривала оттуда пару передач месяц-два назад. Там, где ведущий Артем Варгавтик, кажется, он такой в очках, кудрявый, бородатый, он ездит по местам разных композиторов, и там такая съемка, что он что-то говорит, а потом резко выходит из кадра, а оператор еще приближает на то место, откуда он ушел. Надо почерпнуть это. Надо взять на заметку. Надо взять на заметку. Определенно. А партитуры не горят? Не горят. Там все что угодно горит. Там даже все забывают про кто как косячил, с кем коллаборационировал, все остальное. А партитуры, в принципе, остаются, если они без слов. Понимаешь, что если со словами, то все как бы... Да. Если без слов, то как бы все. Автор умер, взятки гладкие. Говорит ли о человеке что-то та музыка, которую он слушает и любит? Это определенно многое говорит о том, у него более развитый гармонический или тембральный слух. Также это говорит о том, способен ли он и нравится ли ему удерживать внимание на нарративной музыке, или он ее использует больше как фон. Может быть, это может сказать и о уровне его напряжения в жизни. То есть если он как-то выбирает для себя музыку для разгрузки или для фона, чтобы успокоиться, репетитивную или, наоборот, в которой все происходит. Можно скорее сказать о том, как он живет, нежели чем он живет. Про моральные качества сказать, точно нельзя, никак нельзя. Если мы не имеем в виду вот музыку, которая несет в себе политический подтекст. Понимаешь? То есть как бы здесь да. Понимаешь? Да. Это... Вот здесь можно сказать, что это другое. Это уже даже не совсем музыка. Это какой-то синтетический жанр. Публицистика. Публицистика под музыку, плюс, да, под музыку. И он репрезентует тоже его не моральные качества, а политические взгляды. Как бы нам не хотелось говорить о том, что люди наших политических взглядов обладают более высокими моральными и нравственными чертами, чем другие. Я так не говорил. А это я сама с собой. Здорово, что ты поймал на этом меня. Да, я тебя как-то лихо тоже привлекла в неких нас, но это, опять же, какие-то голоса в моей голове, которые друг с другом спорят. Это скорее про меня. Видишь, это мой соблазн так говорить. Мой. Вот это мы можем сказать, все остальное не можем. Иногда мы можем даже сказать, что с человеком что-то происходит, если мы его хорошо знаем, какую музыку он любит, если у него меняются музыкальные взгляды, или он выбирает слушать какое-то произведение, которое для него знаковое, то вот можно сделать конкретные выводы по его нынешнему состоянию. Просто, я не знаю, был ли когда-то у тебя такой период в жизни, но я помню свое детство и, опять-таки, юность, когда вот вокруг царило, что если кто-то слушает, ты думал, и говорил, что вот если кто-то слушает определенную музыку, то это говорит о его, мы тогда не знали, я тогда не знал таких слов, эмпатии, человечности, характере и все остальное. Тогда это по-другому говорилось. Если этот слушает то, значит он лох. И все остальное. Это же ерунда. Да, я, знаешь, сейчас вспомнила. 5 класс, подожди. История. 5 класс, мне 10. Нас везут на экскурсию. Автобус. Мои одноклассники. Я реально в детстве очень сильно любила академическую музыку. Не академическую, начала слушать в 16 лет. И вдруг случается то, чего я немножко побаивалась всегда. Ко мне поворачивается девочка с переднего сиденья и говорит: а ты знаешь, как определить, хорошую ли человек слушает музыку? Я такая: нет, не знаю. Она такая: сейчас я тебе покажу. Маша, эй, Маша, ты слушаешь ранеток? Маша такая: да. Такая: а певицу Максим? Я такая: да. Она такая: видишь, это хороший музыкальный вкус. Она такая, и смотрит на меня такая: ты слушаешь ранеток? Я такая: не то чтобы. Такая: а певицу Максим? Я такая: нет. Она такая: у тебя плохой музыкальный вкус. И отворачивается обратно.
остаток пути я провожу в интенсивных размышлениях, переживаниях и рефлексии. Короче, так что нет, я понимаю, о чем ты говоришь, как-то вот прям хочется, особенно в детстве, особенно в юные годы, может, не в 5 классе, а попозже, сказать, что да, лох. Ну, хочется, но это подростковая штука. Подростки, по-моему, вообще используют музыку совершенно не так, как взрослые. Я не знаю, всегда ли так было? Было ли так в 19-18 веке? Мне кажется, нет. А вот сейчас, когда у нас есть видеоклипы, артист, у которого есть определенный образ, музыкальные стили, возможно, это связано с тем, что музыкальные стили перестали отражать музыковедчески, а стали отражать социологически. И как бы есть определенный такой вот пул пониманий, что, ну ты знаешь, вот рок-музыка и поп-музыка ничем не отличаются, кроме того, что в первой гитара перегружена и поют другими приемами. Но рок, он не для всех, а поп для всех. И вот ты подростком определяешь, как бы, где ты будешь черпать дополнительную внутреннюю опору. В том, что ты отличен от мира, или в том, что ты схож с миром. И, ну, потом, мне кажется, это проходит. Мы у виллы, которая в какой-то момент стала домом Рихарда Вагнера, и подарил ему этот дом Людвиг II. Который выглядит как, в смысле, я бы сказала, что на девушку похож, да, вот издали. Ну, такой, это пацан. Да, и он очень любил Вагнера. Очень. У тебя даже какие-то там теории на этот счет были? Да нет, ну я не знаю, как именно он любил Вагнера, но он его любил какой-то прям безумной любовью. Там что-то было про то, что он же был королем, и он бывал на деловых встречах, наверное, с другими там послами, королями, и он мог посреди деловой встречи такой: я на секунду, и уехать к Вагнеру. Такую карету, и уехать. Вот. Это Может, было... они тусили просто? Я думаю, что они тусили просто, и я думаю, что Вагнер его как-то уж, ну, прям очень сильно вдохновлял, он был такой мощной фигурой, а все-таки Людвиг был довольно молодым, может быть, он видел в нем отца, может быть, он был в него как-то втайне влюблен, может быть, он действительно вдохновлялся его музыкой, тут непонятно. Ну и еще может быть, что все-таки тогда дружить с композитором всемирно известным, это было все равно, что с рок-звездой дружить. Слушай, согласна, я думаю, что так, и я думаю, что просто Вагнер, ты чувствуешь, он такой весь... Ну, он сам себя любил, а когда ты сам себя обожаешь, то все вокруг тоже начинают тебя любить. Да? Да, да, я уверена. Ну, не, некоторые, наоборот, ну, как бы, ощущение неловкости от этого испытывают. Но если ты любишь себя неискренне, мне кажется, он любил себя искренне. Но самовлюбленный человек может любить себя и искренне, и неискренне ведь? Согласна, но я думаю, что если он самовлюбленный и любит себя искренне, то к нему тянутся люди. А если не искренне, то не тянутся. Чувствуют фальшь. К Панасенкову, как думаешь, тянутся люди? Да, конечно. Мне кажется, какие-то тянутся, какие-то нет. Ну я думаю, что к нему не тянутся те, которых напрягает, что он бывает очень жестким в своих суждениях. То есть он все-таки уже такой, на таком этапе жизни, что он может себе позволить прям рубить с плеча, говорить что-то грубое. Вот если кого-то это напрягает, то они отваливаются. А так в базу скорее тянутся. Ну, представляешь, идет маэстро Панасенков по улице, как к нему не притянуться? Хочется подойти, спросить чего-нибудь. Да. Не Самара. Я уже забыла про этот ролик. Ну да, не Самара. Ну, тоже ничего. Статуя Людвига здесь, ну, типа как в благодарность за то, что он это подарил. А здесь Вагнер жил. Когда Байротский фестиваль был, и семья Вагнера водила дружбу с Гитлером, Гитлер здесь жил. Когда Гитлер правил в 30-х уже годах, он здесь жил уже как глава государства, приезжая на фестиваль, и после выступлений здесь принимал артистов. И когда эта часть Германии была под американской оккупацией, здесь создали клуб для американских военных и бордель. Здесь был и бордель, и человек обернулся, который мимо проходил, как будто понял, о чем мы говорим. Вот. И, в общем, всякие развлекухи для них. Вот. Поэтому, представляешь, какая сложная была судьба. И только в 70-х, кажется, годах, до этого момента это принадлежало семье Вагнера, а потом они уже передали и сделали это музеем. И мы это сейчас подснимем, находится могила Вагнера. И его перевезли сюда из Венеции, потому что он в последние годы жизни, ему от байротского климата было тяжело. Не знаю, что имеется в виду, но, видимо, климат, как вот у нас в России, вот, в той половине части России, в которой мы жили, вот, но это было тяжело для его здоровья, поэтому он проводил в Италии большую часть времени, там умер,
И сюда его перевезли и захоронили. По факту он похоронен во дворе семейного дома. Как ты относишься, когда слышишь, что тебя называют Шульман от музыки? Мне так приятно это сравнение. Ну, а как еще можно к нему относиться? Ну, стараюсь не зазнаться. Ну, такие чувства испытываю. Ну, а что? Кичка на месте. В принципе, цветотип похож. Единственное, что мне кажется, у меня совершенно и другие интонации, и другой подход к построению предложения, чем у Екатерины Михайловны. И вообще все немножко другое, но я подозреваю, что это что-то очень приятное, потому что, Екатерина Михайловна, Ты как-то сказала, я обожаю формат лекций и подробно его изучаю. Все должны стать лекторами. Да. Но это скорее немножко шутливая форма. Я понимаю, что все не станут лекторами, но все могут к этому стремиться. А почему, тебе кажется, это важным? Я считаю, что лекция — это такой формат, при котором человек, лектор, делится со слушателями не своими знаниями, а своим опытом. И это, как мне кажется, то, чего чертовски не хватает миру. По крайней мере, этого настолько не хватает мне, что я начинаю экстраполировать это на весь мир. И я прямо такая, где? Пожалуйста, можно? Вот. А все остальные форматы тоже безумно крутые. Тексты, доклады, выступления, YouTube-ролики, все остальное — это пользуюсь, новости, гениально. Но лекция — это что-то для меня сверхособенное. Вы же даже день рождения как-то устраивали, где каждый пришедший должен был выступить с лекцией? Было дело. Мне 31 января этого года исполнялось 26 лет. И я хотела отпраздновать этот день рождения. Мы стали как-то сильно с мужем более пышно праздновать день рождения, когда поняли, что на следующий день рождения набор людей вокруг тебя сменяется. Потому что в эмиграции все переезжают, это очень ранит, ты по всем скучаешь. И мы такие, нельзя пропускать ни один день рождения. А я очень против того, чтобы люди что-то праздновали за столом. Мне очень не нравится, когда все сидят за столом и едят. То есть ты буквально обречен на то, чтобы разговаривать со своим соседом слева-справа и с тремя напротив, если стол большой, и все. То есть если тебя посадили далеко от именинника, то ты, по сути, пришел и можешь попасть в компанию незнакомых людей. Для меня это травматично. И мне нравится, когда все вместе собираются и чем-то объединены каким-то занятием. И я придумала сделать на свой день рождения научную конференцию житейского опыта, НКО-ЖОМПБ. Там была такая аббревиатура жуткая специально, в стиле немножко сериала «Офис», чтобы все пришли на научную конференцию житейского опыта и рассказали фрагмент, выступления такое сделали, мы проектор поставили, на слайд-шоу, все дела, про какой-то свой житейский опыт, обличив его в псевдонаучную форму, потому что это очень смешно. И какие темы были? Так. Рыж Константиновна рассказывала про котят и про то, как коэффициент радости, который, по-моему, дарят котята. Очень было псевдонаучно, очень смешно. Виталик рассказывал про ГИОС, про какой-то коэффициент счастья, дней счастья в дне, про то, что мы должны его увеличивать. Нина рассказывала про телеграм-стикеры, как их грамотно использовать в коммуникации, особенно в рабочей. Со всякими смешными стикерами, очень смешными слайдами. В общем, там было много всего, там много было моих друзей. Сори, если я не всех сейчас вспомнила. Но, в общем, было Были прямо бомбические, очень смешные выступления. И почему-то мой друг Федя рассказал про логос. Мы сначала такие, что? А он филолог, и он начал разматывать, буквально делая пародию на тех самых снобистских филологов, которые говорят абсолютно непонятные вещи. И мы ухахатывались с того, что он и выглядит так, и говорит так, что как будто прям это смешная настоящая пародия на такую псевдонаучность. И мы здорово подготовились, у нас были бейджики. Мы притащили микроволновку, поставили ее на стол, были пластиковые стаканчики, какой-то офисный такой сбор. У всех были программки НКО-ЖОМПБ, музыка успеха играла на фоне. В общем, это какая? В смысле, я так и набирала на Ютубе, там музыка успеха. И там есть та-там, та-там, та-та-там-там, которую включают, когда на праздниках кто-то выходит, знаешь, на городских или еще каких-то. Стилизация была просто 10 из 10. Мы постарались. Было бомбически весело. И мне очень понравилось, что я всех сделала ненадолго лекторами. Мои друзья отзывчиво к этому отнеслись. Лекции — твой основной доход сейчас? Да.
Я бы сказала, что единственное, у меня есть только еще видеокурсы, с которых мне немножко капает денежку. Там я домашки проверяю и все. И Видеокурсы почему? по теории музыки, по фортепиано, сейчас будет по старинной музыке. Да много почему. Много почему. И, только по музыке. И иногда у меня бывает такое, что меня нанимают вести консалтинг, когда какому-то бизнесу или каким-то ученым нужно разобраться в каком-то музыковедческом вопросе. Это бывает крайне редко, супер забавно, иногда даже на английском, но редко. Все остальное время и весь остальной доход у меня только с лекций. А можешь, не называя компанию, чтобы наверняка там... А я и не помню название. Да, а примерно, то есть какой компании может понадобиться что-то про музыку? То есть по какому поводу компании может понадобиться про музыку? Ой, слушай, сразу несколько IT-компаний везде, по-моему, я не знаю даже, где они находятся, пытаются сделать сервис, который бы был как... включаешь музыку, и при переключении треков они задиджеиваются как-то, и в идеале еще искусственный интеллект все это тебе генерирует, считывая то, что тебе нужно услышать в данный момент. То есть ты включаешь наушники, не думаешь о том, какая тебе нужна песня, а там просто играет что-то, что тебе наиболее подходит. Бьются над этой задачей просто денно и нощно. Сколько тебе приносит одна лекция в Европе? То поменьше, то побольше, но в среднем 1000. Евро? Угу. Насколько ты комфортно чувствуешь себя в эмиграции? С точки зрения, денег именно. С точки зрения супер привилегированно, супер комфортно. Я ехала в эмиграцию с четким ощущением, что я не буду больше работать мою любимую работу. То есть я себе не представляла, что будет такая эмиграция. Для меня эмиграция была это когда ты едешь в никуда, в страну с незнакомым языком, в нашем случае в Грузию. Я даже не знала, что там так много людей говорят по-русски. И там дальше выкарабкиваешься и начинаешь все с нуля. Я такая, ручки-ножки есть, с детьми могу сидеть, с собаками гулять, вообще супер. Приезжаю, а там можно лекции читать, оказывается. Слушателей много. Как давай лекции читать. Но это супер большая привилегия, и мне страшно повезло, что я смогла увезти с собой мою работу. А это не фигура речи, ты готова была работать репетитором, няней и... Да, я там в панике пару резюме каких-то оставила. Оставила еще резюме как аранжировщика, оркестровщика, потому что у меня есть спрятанные скиллы, которые я не использую в обычной жизни, и которые когда-то приносили мне доход. Я их все вспомнила, полезла на какие-то международные сайты, оставляла, там почту проверяла каждые 2 часа. Я была в страшной панике, такая, еще месяц, а потом надо будет на что-то жить. Вот такое у меня было состояние. Ты вышла замуж? Да. Твой муж старше тебя? Да. Насколько? Намного. На 19,5 лет. Расскажи, как это, когда такая разница? Кайфово. А через 2 года перестали замечать это дело. Вначале что-то позамечали, поприкалывались на этот счет, подумали, что с этим делать. А как замечали? Как-то подтрунивали над этим. Смех – лучший способ справиться с любой стрессовой или околострессовой ситуацией. Так как мы его воспринимали как какую-то околострессовую, а что поделать? Влюбились страшно. А потом мы вообще перестали замечать. Сейчас мне не кажется, что Женя сильно меня старше, и мне супер прикольно с того, что у него такой... он в целом человек невероятно умный и рефлексирующий, и он помнит многие исторические события, которые меня страшно интересуют, и его опыт мне интересен, и про нулевые, и про 90-е. И ты представляешь, какое счастье, когда ты такой сидишь, ничего этого не застал, в 98-м году родился, слушаешь там на Ютубе, смотришь фильм Марии Певчих, а потом можешь прийти и сказать: а ты что думаешь, а ты что видела, а как это было по-твоему? И это потрясающее ощущение того, что вы вместе, ваш опыт покрывает сразу несколько эпох с разных сторон, и вы можете его обсуждать. А в музыкальном смысле вы же тоже разных поколений? Разных, это тоже прикольно, но мы сошлись на любви к Radiohead. Вообще-то обычно эту историю рассказывает Женя. Я всегда, когда нас спрашивают, как вы познакомились, если мы стоим вместе, я говорю: Женя, рассказывай ты, потому что мне очень нравится слушать эту историю каждый раз из его уст. Но Женя увидел мою лекцию про Radiohead на Ютубе, офигел и поехал в Питер со мной знакомиться. Ого! Угу. Женя дизайнер? Да. И так не что... музыкант? Нет. И Radiohead — это скрепа.
это скрепа, это то, что звучит дома. Это очень важно. А в остальном у нас довольно разные вкусы. Например, Женя такой, вот, гражданская оборона. Я такая, ничего не понимаю, вроде Бальетов легендарная фигура, но я в этой музыке ничего не слышу, не понимаю. А я такая, Пахельбель, Вивальди, Бах, настроение послушать фуги. Женя такой, барокко не при мне. Как бы не надо. Это самая дурацкая эпоха музыки. И поначалу было так, сейчас мы как-то обмениваемся. Это реально здорово. Вы собираетесь переезжать в Штаты? Ага. Вы уже выбрали город? Ну да, пальцем в небо, но выбрали. У нас были такие критерии. Уже не свои, большой город, дизайн, музеи, жизнь, подающий надежды город, классный, все вот это вот. Я такая, прислушавшись к сердцу, а не к голове, голова-то может все что угодно наговорить, что нужно жить там, чтобы работа была и все вот это вот. А я такая, мочи моей нет. Хочу, чтобы как в Ленобласти природа была. Понимаешь? Вот как бы вот это вот потому что я не знаю, сколько лет нужно будет провести в эмиграции, прежде чем вернуться. Будет ли возможность вернуться? Надеюсь, что будет. Но я больше не могу жить не в Ленобласти, хотя бы в каком-то компромиссном варианте. Вот. И так как наша мечта, она скорее смотрит в сторону домика маленького, чем квартиры, мы такие интровертные жители пространства, то мы нашли вариант, мы думаем про Сиэтл и его окрестности. Связано ли это как-то с Нирваной, Pearl Jam и всем тем, что там происходило? Нет, боюсь, что я не 30 лет выбираю назад? место жительства по музыкантам, которые там когда-либо жили. Тогда мне было бы логичнее переехать в Вену, ходить и так, Бетховен, понимаешь, вот, Моцарт, вот что-нибудь такое сделать. Или Байройт, Вагнер, ну ладно, это нет. Но, в общем, нет. Короче, нет, не выбираю по музыкантам. Вспоминая Вагнера и то, что это был любимый композитор Гитлера, и вообще его взгляды на жизнь, не смог не вспомнить, что ты же получила премию «Знания» в 2019 году. За что тебе ее дали? За лекцию. Отправила туда кусок лекции, и мне за нее дали приз. Я не очень помню, что именно еще мне там дали, но как-то отметили. Ты видела декорации премии «Знания» спустя 3 или 4 года после того, как ты ее получила? Слушай, видела, конечно. Я даже не вписала это в свой визовый кейс. Ну, то есть, как бы я такая, ну что такое? Да видела все, конечно, да. То есть тебя настолько это смутило, да? Да. Визовый кейс, ты подавалась на талант-визу в Соединенные Штаты, и это вот такая вот подборка всех твоих успехов. Нужно максимально включить Вагнера, когда ты заполняешь, не в смысле музыку, а в смысле отринуть любое стеснение и хвастаться. Но я учусь у тебя. В этом смысле, учусь да. у лучших. Вот. Ну да, там было еще 70 страниц описания того, что такое музыковед и как он работает. Потому что господин офицер такой, это все, конечно, очень интересно, но не могли бы вы подробнее. Поэтому да, там типа приличное. Но без премии «Знания». Без. Чтобы случайно не увидели эти картинки. Наверное, да. Да просто как-то не горжусь, наверное. Но тогда было приятно. Это был тогда. Важный вопрос здесь тоже. Ты умеешь разделять личность и творчество? Да, у меня была дискуссия об этом с Михаилом Козыревым, который как раз защищал позицию, что нельзя разделять личность и творчество. А я доказывала, что можно, потому что у меня они как-то в голове делятся достаточно интенсивно и много. Правда, это было в декабре, а потом много чего в моей душе поменялось. Я даже думала о том, что я теперь уже не так сильно в этом уверена, и меня как-то стало гораздо более сильно ранить что-то из пропагандистских каких-то штук. Но в целом, да. В декабре какого года? Этого года. 23-го? Да, вот прям полгода назад. Много чего произошло после. А что произошло, что заставило тебя? Навальный умер, меня поранила жизнь как-то совсем сильно, и мне кажется, что у меня поменялись какие-то мнения на этот счет. Не знаю, мне как-то все это... Ну, смотри, если, допустим... Ну, то есть, сейчас бы уже не удалось. Прямой вопрос. Если... Аким Апачев или Шаман пишут песню уровня Voyager. Да что? Ты будешь ее слушать, подпевать, несмотря на то, что и один, и другой топят за войну? Нет. Определенно нет. Смотри, здесь история такая.
так как мы сейчас находимся в войне, вот сейчас идет это время, то для нас это сверхболезненные вопросы. Мы не сможем это разделить настолько, чтобы слушать, пропагандистскую музыку для своего удовольствия. Вопрос стоит в том, у многих людей, слушать ли старых рокеров, которые зетнулись, то есть как бы свои любимые песни, и они спрашивают меня, что будет через 50-100 лет, как бы забудется ли плохое, останется ли хорошее. И вот, только в этом стоит вопрос. Так-то я никакого Акима Апачева слушать не буду, как шамана, как и еще кого-то, потому что мы в этом находимся, это ранит. Понимаешь, то есть личность и творчество я разделяю, но делаю это лицемерно, исключая из этого разделения нынешнее время, потому что там у меня неплохо разделяется. Условно говоря, Майкла Джексона можно разделить? Да. Вопрос дискуссионный, но я считаю, что да. Тебе 26? Да. Кем и какой ты себя видишь, когда тебе будет 30? 30 — это весьма скоро, это 3,5 года. Можем взять как-то немножко с запасом, потому 35? Что... Да, давай так как это спокойнее. Все-таки 3,5 года и 8,5 Чтобы не лет. спешить. Да, потому что мало ли там что. Ой, я бы хотела, чтобы у меня появились дети в тот момент, когда чуть-чуть будет поспокойнее и как-то все устаканится. Это есть в планах. Мне, конечно, с берега видится, что вот не один ребенок. Но там уж как пойдет. Это я не знаю, как работает все. Но предстоит изведать эту темку. Я собираюсь работать так же, кем я работаю. Мне нужно все-таки сесть и дописать книжку, может быть, даже не одну. У меня очень плохо с текстом, с его писанием. Я не знаю, если это подразумевается вопрос, в какой стране я буду жить, когда мне будет 35, то тут я не знаю. Мне, конечно, хотелось бы жить в прекрасной России будущего, но я стараюсь об этом сильно себя так не настраивать и не расстраивать, и строить свою жизнь так, чтобы она не была подвязана на какой-то из вариантов. Болезненный вопрос. Так что не знаю, где я буду жить, где-то точно буду. Все со мной будет в порядке. Вот как я вижу свою жизнь. И финальное. В чем сила? В открытости, в принятии всего.